если, допустим, да, ну, происходит невероятное, и экзальты проходят, да, на глобал. И Иван такой, типа, ну что, я готов, ребята? Или как он тогда поступает в этом случае? Ну, я готов, да. Понял. Ты видел, там Эцквиз босоногий управлял глайдером? Да. Ты промолчал, да? Так они все здесь босоногие. Папка, ну, киберспортивная папка — это вообще ебучая клоунада босоногих обезьян. Понятно. Ну, это уже давно так. Да неправда, есть пара команд всегда одетых. Да, есть. Согласен. И я желаю победы обутым командам, даже если это будут не наши. Обутым командам. Да. Это ебаная клоунада, я не знаю, почему они хотят, ну, они показывают это с разных ракурсов, как это круто, и, блядь, бегают просто босоножки. Ну, Опа. я уже устала на это обращать внимание. Мы вообще не угадали в сторону шрифта. Это Я угадал. Ты молчал. Я сказал, что круг будет в круге. Все. В Устентропике мы оказались в центре. И сейчас все команды просто порвутся в стороне поехать на юг. Нормально, кое мы закрутили. Посмотрим, что с ними будет. Ну, кое мы ехали в целом с севера. Им на юг было неудобно. А сейчас будет, как удобно. Но они могут наткнуться случайно на дроп, кстати говоря, сейчас. Ну-ка посмотрим. Открою даже карту на всякий случай посмотреть. Проехали мимо. Похоже, дроп не так палевно лежит, чтобы его забрать. О, ну бас на искризе. Наоборот, это была идеальная посадка, чтобы скрыть следы своего глайдера. Блин, Доус тоже не заметил дроп, к сожалению. Ты думаешь, он специально сюда сел? Да нет, конечно. Нави находит ног по сарвемам, минус Шила. Ну что, Нави начали? Вчерашний стрим еще не загрузил. Я просто его не выгрузил, нет? Бибисы подсадили фикса здесь. В лобби. Минус игрок для Фейс. Виспер, ты меня сейчас слышишь или нет? Димас, вот подписан на тебя уже давно, но не смотрел, честно, потому что папка уже умер. Но вот сейчас Фейзов еще неожиданно два нока происходит, причем от разных складов. Вообще, чтобы все у тебя было так, как ты Ноки дают в их хоулы, добирают вообще пассифики. Ловил, спасибо большое, спасибо за полтосик. Джимс на 10 хп остается последним. Благодарю, мэн. Пусть у тебя будет все как захочешь. Хорошая хае может. Но только если ты не хочешь хуйни какой-нибудь. Недостаточно. Вот. А так, спасибо. Спасибо. Спасибо, что вспомнил, зашел в гости, дядь. Мне тоже это безумно приятно. Также было хорошо, но все-таки двоих он не перестрелял. И наши лидеры отлетают первыми. Топ-16 для Фейс. Отличный шанс Твисам отобрать первую строчку. Ты сейчас такие... Ну, Пася так и не ответила. Она так и не... Прикиньте, какая ЧСВ. Прикиньте, какая ЧСВ. Она так и не ответила. Вот так вот. Вот так вот и общайся с чатом. Они игнорируют тебя. Я для них просто какой-то, я не знаю, обезьянка говорящая, цирковая обезьяна, которая сидит и где-то там снизу экрана просто фразочки бросает.
Иногда они просто закидывают этой цирковой обезьяне на бананы и все. Вот так вот, да? Очередной раз шифтует, на этот раз на запад. И у Коэмов в этот раз все здорово. Они вместе с Трисами оказываются в круге. А двигаться придется Нави. Она не забыла, она забила. Пострелял Мел, но не нокнул. Так вышло. Продолжают драку, да, с Сарвимами здесь. А рядом под самолеты заезжают в круг. У Сайнекс, кстати, никнейм похож на какое-то название презервативов. CCI Next. Нет, нет, я такого... Нет? Да нет, что-то нету. Тут у Коэмов с экзальтами драка сейчас будет. Как думаешь, кто победит? Не, Бамбузи не будет драться, он уезжает. Я По нему сейчас постреляют. Нет. Да, нет, да, нет, нет, да. Беспилочно он вообще гуляет. Как он хочет это колесо. Все, ну, это что-то туда, сюда. Бамбузи плохо, но поехал ферста забирать. Ну да, да. Нормально. Получится, я думаю. Чуть не оказались в засаде они, но вовремя отвернули. Практически невозможно, говорит, с этого угла попасть. Нави по футболистам настреливают, но им бы самим двигаться в зону. Так. В 3 в 2. Аля, давай, ням-ням. Ням-ням, Аля, ням-ням. Время покушать. Аля забрал себе поинтик. Сарвимы дают ног по Мелу, под самолеты его забирают. Минус 1 игрок Нави. Ву теряют Ибицу, остается 2 игрока Ву. Нави дают еще 2 нока по Сарвимам. На 2 хп Ферист отхиливается. И остается соло игрок у Сарвимов против 3 Нави. Но он даже не здесь уже. Круг просто центруется. И многим командам придется отлететь скоро. Ближайшие 5 минуток. They couldn't get out of there in time, and it looks like Fuzzface will meet about the same fate. That's an interesting bounce T-Bone got off of that nade. Imagine if he was aiming for the top Fuzzface взял трубу. Don't think that was the case though. Fuzz, Panzerfaust in hand. Make sure that there's no hard cover behind. 97 урона. Но они в зоне. Вот будь он за синькой, было бы прикольно. Ну, Fuzzface любит всякую хуйню использовать. Типа трубы, дробовики. Он прям любитель. Ох, есть, подловил. Ну хватит на одном хп жить, чуваки. Еще и фастфейзы нокнули, ну все, Ву здесь отлетают. На лакичах чисто футболисты выжили. По 3 хп каждый раз. В смысле на лакичах? Ну, Ву плохо постреляли. Оба. Один с хуйни стрелял, ну, это нечестно было бы, чтобы он нокнул. Ну почему? В лицо тебе подлетает. А Нигзи типа в бок не смог забрать. Нави на Карполях уходит. Но тут Барон огрызается здорово. Слабо челы играют, слабо. Слабо. У них нет хорошего тренера, мы вчера выяснили. Да. Экзампл смог накинуть под самолетом, но его тоже нокают. Там что творит Аля? Минус 3 под самолета. Леванты против Али. И Батулин убивает Леванты в спину.
Али остается в соло, и его тиммейты почти все погибают уже. Батулин еще и подъел себе ног. Хорош, хорош. С горы все видит. В первые 5 минут килла не было, косяк. Нет. Кстати, у нас под самолет отлетели. Ставочка в пользу VLA сыграла. Экзальты также отлетают от филферста на топ-12. Кодемарка в телефоне там. Смотрит стену, в телефоне подружки своей пишет. Да что не так с экзальтами, им бы пролезть в топ-12 и будут на глобале. Ну слушай, при такой игре на глобале им делать-то нечего, они с японцами будут 16 там, 32 место облизывать. С такой игрой, да, с японцами топ-16 делить. И на топ-12 им нужно сыграть в 3 раза больше, чем они уже набрали. Маловероятно выглядит. Это то ли магия Ивана, то ли что-то другое. Не знаю. Квисы продолжают раздавать ноки по бибисам. Не, ну прикинь, челы весь сезон старались, играли, и, блядь, это насколько досадно сейчас вот такие результаты видеть у себя же. Ну да, конечно. Бибисы нокнули Батулина, и его добирают, к сожалению. Ну да, даже 32 место — это деньги на глобале. Плюс еще скататься за границу, покайфовать. Конечно, было бы здорово. Спайра также в ноке, но бибисы теряют больше игроков пока. Остаются 2 в 2. Есть нок, остается 2 в 1. Спину еще накидывают VLA. Не лучшая позиция для твисов, конечно. Да, надо похилиться, похилиться. Энтропики разваливают пасификов. КМ и атлетиков. Прямых своих соперников. На Кодемарка Данте делает кильчик. Так, прогнозик мы вам со следующей зоны дадим. Нет, не дадим. Что с Иваном, мы так и не знаем, ребят. Очень хотелось бы знать, но мы не знаем. Прям под ноги Скримзу прилетает. И тут что-то со стороны его должны увидеть, нет? Нет. Спайра поднимают. Зона начинает движение. 2 минуты у ребят, чтобы разобраться с бибисом и пройти дальше. Compound pull-ups at the exact same time. Now I know it's difficult to play in the open, but early in the tournament you'll see teams try and just find something to do because they know that these compound pull-ups are last resort for Screams. It sure is last resort. Разобрались. VLA заканчивают. Выходят на первое место твисы. Да, твисы набрали 6 поинтов уже. Такого мы и хотим. Такое мы смотрим. Такой нам надо. Эйсы нокают Хоулов. VLA находит Адоузи. Хорошая Хайед, добивает она Лазу. Данте также в ноке от атлетиков. Но и у КМов проблемы. Холлов продолжают убивать со стороны. Ну, позиция VLA, кстати, неплохо выглядит. Они брали вчера топчик, давайте мы в них попробуем поверить. Посмотрим на следующий прок, и я думаю, предложу вам VLA топ-1. Да, первое место мы заметили. Бестолочь ноки. Блин, Куэмов, к сожалению, разобрали топ-9. Набрали они всего 2 поинта. Ничего себе, там Хоба закинул Грену такую, что они все легли. Крайне маловероятно, нужно брать 3 топа, чтобы посоревноваться за первое и второе место. Поэтому сохранить третье для КМов самое то сейчас. Что-то, короче, жесть тут какая-то синяя происходит. Синяя жесть. Энтропики с пасификами. Сольник на сольника остались. Куитпа против Нейлопа. Но его синяя зона уже никому не нужна. Так. Ага. Хотел я вам предложить VLA, круг шифтанул от них жестко. И теперь кемп эйсов у нас в центре. Я недоволен.
Ну, КМ, ставочку. КМ 2 поинта. Эйс топ-1, ребят, ставочка. Они вчетвером в середине круга. Покажу вам сейчас быстренько зону. Вот такой вот круг. Единственный кемп Эйс. И кусочки команд, и только один состав целиком. Свисы заканчиваются на 7-м месте. Ну, слушайте, я думаю, здесь тир для Эйсов легкий. Если они никого не пропустят к себе. And as you can really suspect, they've done it to so many teams who tried to take positions away that they're already set up in. Didn't work out. They did manage to take down Beamy, but he's back up and active. Так, футболисты под дорогу подкатываются. Слушай, будет здорово, если Эйсов смогут выбить с этой позиции. Но пока что слишком круто расположен кемп. Следующая зона, скорее всего, тоже будет с ним. Хватай, хватай, дропчик. Чё там, чё там, чё там, чё там? Пушку не берет, пушку не берет. Нет, не взял пушку. Useful this though, however, could be exactly the opposite for Beamy if he can land a good shot. 400 meters. That's way in the blue. Yeah, thank you, Beamy. Thank you, thank you. Oh, we're lining up. Thank you, thank you. Чё, футболисты хотят пристрелку на VLA закинуть? 192 метра. Атлетики отлетают от зоны, топ-6 для них. Полетела, полетела. Ног по Айзуму. Ног по соседу, Айзума добил. Бими может, я сказал, Бими такое может. Как же это красиво, и соседа добили еще. Просто здорово. Магиот умеет. Магиот умеет, практикует. Да, зона уходит в центр, Исы по-прежнему в кайфе, ног по футболистам. Ну и видите, остатки тира для Ис не случилось, но остатки других коллективов друг друга сами распиливают. А кто бы знал, что Бими играл в World of Tanks на слоте артовода? Интересно, кто у него наводчиком был. Кто-то. Холлы заканчиваются на топ-5, хоули-моли, и топ-4 на ваших экранах. 4-3-2-1 по командам. Так это Бими Муси в голову попал. Муси. Муси, 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 Пуси. Я думал, Нейла. Нет, это Бими попал в башку ему. Понял. Нейла по нему несколько раз хлопнул, да, и мне тоже показалось сначала, что это он его нокнул, а это Бими ему в голову скорика дал. Состилил, получается. В голову состилил скорика? Ну. Это так называется? Ну, какая разница, если у него 2 хп оставалось, голова, не голова. Какая разница, он в голову попал? Скорика. ХП-то 2 было там уже. Какая разница, сколько у него хп, он в голову скорика дал? Хпу на тебя. Ох, эти снайперы. Не говори. VLA, кстати, хорошо себя пока чувствуют, хоть их и двое всего осталось. Не просела мораль у них после произошедшего. Да, бля, Бими, ты заебал. Ладно. Ладно, типа. Состилил, да? Сглазил, похоже. Состилил опять у кого-то. Да, говорят, самая приятная вещь с тех пор, как эта игра вышла, это хедшоты со снайперки, конечно. Да, факты, факты. Не, Бими на Бими единственный, по-моему, чел, ну, по крайней мере, в Европе, который прям в самых высочайших профессиональных играх на полном серьезе юзает болтовку. И причем успешно.
Я знаю тех, кто еще юзает, насколько они по скиллу отличаются, я не знаю. Никогда Бими в голове моей не выделялся как снайпер почему-то. Да ты потому что... Не следил просто за ним. Да, ты не обращал внимания. Бими очень часто использует болтовки, очень часто он с них нокает. Хоба это кто? Хоба это Хоббитес, я думаю, бывший. Эйсы, кстати, вышли из кемпа и готовы забирать эту игру. Есть ноки по VLA. Остается 2 сольника на карте и 3 футболиста. И VLA заканчивается на топ-4. Стримит ли Хоббитес? Ну, вряд ли на турике он это делает, но вообще вроде стримит. Ну все, ну должны находить его уже. О, это хорошо, он очень помогает и сам сейчас. Бими ему закинет? Да, летит сюда. Перелет. Все, ну должны его закончить, да. Топ-3 для команды Энтропик. И 4 в 2 эйсы должны справиться здесь. Бими 6 киллов тем временем. Brexco managed to get across the road and stay there, and the rest of Ascend holding on to their position, just limiting the freedom of space that Foot has, but they've identified Brex with solo, and they forced him решил не отдаваться, сыграть всего у Брекс, отходит. Ну и я думаю, проблем не будет у эйсов, действительно. Несмотря на высокий скилл команды футболисты в этом составе. Пора коряк доставать. Бими, Кризу в голову дашь напоследок? Ча, 4 выстрела, и футболисты побеждают. No kills quicker than a headshot with a bolt action though, so Beamy, while it does look terrible to be in a 4 versus 2, if there was a man Звездочка на прямо около дома из Криза, ему не надо выглядывать ни разу. Надо тиммейтам дать поиграть. Two in the compound, Killican on one side, Brax on the other. They're spreading out, they're trying to take control, and Foot Esports knows it. There's no room, nothing to come for. It's a cent they're up against. Again, Beamer said he wanted top 3. I get this. Deny the points. You're in the Ну что, топчик для эйсов без особых напрягов в финале. Молодцы те, кто поверил в нашу ставочку. Синие красавчики получают свои призовые. Да, пришлось им выбежать за зону, потому что эйсы не пикали вообще. То есть, если не собирались сражаться, они собирались дождаться, пока их выдавит зону. Но они решили... футы, что ну идите нахуй тогда, мы побежали за зону. Мы готовы были с вами постреляться, но вы не хотите, тогда мы пошли. Так они знали, что Бими на той стороне. Нельзя ему выглядывать. Так, ставочка 6 минут на следующий Мирамар. Уже в чате. И у нас минуток 5 до следующей карты, наверное. Пока поболтают, покажут нам все реплеи. Ну и для твисов все хорошо. Не то чтобы старт крутой, но для фейзов старт еще хуже. Повторы на ваших экранах. Ну, приятно, вот когда видишь бомбардировочки, вот эти смартиры, сразу как-то живее, приятнее становится игра. Даже если она по своим попадает. Вон, посмотрите, как это здорово было. Super close. 5 игр остается на то, чтобы решить вопросики, кто куда поедет. Ждет ли Нави дисбанд? And as again, it is the best practice you can get before PGC, so you want to play to the best of your ability. And Foot, of course, as the guy said. Ой, бля, мамаша скоро в халате выйдет в студию. Чё докопался? Она в халате Батулина выйдет. Она... Походу, да. Однажды. Поинты на ваших экранах.
Коэмы двоечка, к сожалению, Экзальты 0. Под самолеты двоечка. Нави 7, Twisted Minds 7. VLA 10. Если бы Нави не были в PUBG, была бы нормальная игра в целом. Так, 143 трейсы, 141 фейс. Эйс, кстати говоря, обгоняют question mark. Бля, ну то, что они фейзов обогнали всего лишь на 2 поинта. Еще чуть-чуть, и у Куэмов будут проблемы. Им нужно брать карту. Ну, у Куэмов уже проблемы. Топ-4 их еще устраивает. У Куэмов уже проблемы. Они 2 дня не набирают больше, чем 2 очка за карту, как бы. В этом плане, да. Не проблема? Но проблема. пока еще живут, так сказать. Ну, это потому что они отлично сыграли первый день. Ой, блин, точно, там же ставочки надо. Команде Ace, в принципе, не критично. У них топ-4 результат в таблице. У нас же не было килла? Не было. 6 минут поставил. Starting off, as for pants, my go-tos are Duncan's infiltrated pants for the hit. I'm all for their fancy. Будет ли килл Да. в первые 6 минут? Если они на пятом, 700, так, нет, не 710. Goes really well with the rest of the Блин. outfit, and it just looks badass together. Ой, Finish it all 630. off, I'm using the nicest gloves in game, the PGI. 630 плюс PGI was 300, the плюс first global 500. I ever watched in PUBG, so I definitely have a soft spot for all the 1130. PGI skins. Короче, если у Коэмов 5-е место, они равное количество очков получают с Экзальтами. Я не знаю, по какому чат, принципу аккуратно выберут, ставьте кто из них ставки, пойдет. потому что грядет великий розыгрыш за баллы Поэтому, канала. если Коэмы хотят, то им надо бы все-таки 3-4 держать. На 5-м будет лотерея какая-то непонятная мне пока что. Ну, даже если по киллам, то есть, в принципе, ощущение такое, что при равенстве поинтов у Коэмов там в запасе чуть больше положительных каких-то показателей при сравнении, да, с Экзальтами. Я хочу, чтобы... Теоретически. Я хочу, чтобы Энквар еще одну пуговицу расстегнул. Зачем? Я хочу... Видеть что-то поднять? Я хочу его грудь видеть полностью. До пупка. Вот видишь, думал, у этого верхняя про пуговицу расстегнута, а пиджака. у него 2 расстегнуты. Нет, А у нее 5 У расстегнутых. нее не хочу. Look, I feel like there are some teams where we've got nothing to lose now. Let's try and cement one of these places. Ascend is arguably one of those teams. Я считаю, что некоторые команды, которым нечего терять, меняют сегодня свой стиль. Но непонятно, куда они попадут в таком случае. Хе-хе. Блин, укатился. That's what we talked about, right? They need two massive games, and then they need the consistency of the 5, 6, 7 points that the other guys are gonna have. So, 100%. If they can, if this is one of their bad games for today, I'm really happy because I'm excited to see those 2 banger games that's gonna put them in there in the top 4 particularly. We'll see what they can. Бля, слушай. А ты же, слушай, а ты ведь знаешь, да, вот эти бабушки, которые стримят там Counter-Strike и прочее? Ну, в смысле, лично никого из них не знаю. Не, ну лично не знаешь, но знаешь же, на Твиче вот есть бабулечки, и они стримят такие когда-то вот. где-то попадались. Да, ну такие вот миленькие бабульчики, такие, да, здравствуйте, мои дорогие, вот это вот все. Не так смотрел, должно ну, быть. допустим. Ты должен быть чисто бабкой подъездной, которая сидит и всех называет шлюхами и прочее, типа вот опять выперлась. И вот должна реально такую бабку надо завести на Twitch, чтобы она сидела и всех поносила просто. Ты бы такое смотрел, да, я понимаю? Ну, я нет, но это было бы, я думаю, в тренде. Если бы она еще и ебашила как надо, вообще был бы огонь. Ну, ты можешь чисто это... Поспрашивать у знакомых, у кого есть бабушка свободная, готовая. Надо, я понял, надо найти гримера, загримироваться под бабку и сделать бабка-стрим. И надо сделать бабка-стрим. Потому что, ну вот я смотрю папку, и мне хочется пиздеть вообще на всех. Вообще на всех.
Есть на Ютубе каналы, где типа качки какие-то там гримируются по-всякому, и в том числе они под бабок гримируются. Вот ты можешь обратиться, так сказать. Не, это... Ну, они тебя научат, как бабку как в бабку перегримироваться. Да. Я думаю, это несложно. Я думаю, это несложно. Ты, в принципе, можешь парик накинуть, и уже пойдет. Нет, и платок обязательно, чтобы прижать парик. Не, бабушку очень просто. Ты просто волосы прижимаешь платком и говоришь вот так вот. Не будем о грустном. Так, 1,5 минутки, отлично, небольшой перерывчик. Ставочка на месте. Ну что, завершающие рангели будут самыми интересными, я надеюсь. Придется бородку сбрить? Да сейчас. Нет, не придется. Есть бабки, когда можно и усы не сбривать. А чё, дедушка не покатит? Обязательно бабушку надо? Ну, обычно бабки сварливые, а не детки. Нет, есть и детки сварливые, но бабки, они, ну, это более такое... Деды не в тренде, да? Да, деды не в тренде, а сварливые бабки в тренде. Понял. У тебя есть мета. Не, ну, в смысле, деды сидят и такие... Рыба! Ну, в домино, вот это вот. Или в шахматы играют там. А бабки сидят на лавке рядом с подъездом. Ну, вот эти карикатурные бабки. У тебя клишейное мышление. Так, блядь, в том-то и дело. Я же говорю тебе про клише. И тут ты мне такой, ебать ты, капитан очевидность. Это клише, да ладно. Да ладно. Я же и говорю про карикатурную бабку. Конечно, она клишейная. Бля, Виспер, как что-то скажет. Человек 2 высших образования. Ебать, как что-то скажет, я иногда упасть хочу. Здорово, Новин. Как с этим Виспером бороться? Расскажи, пожалуйста, как? Он тогда как капитана включит, все, не выключает больше. Я боюсь, что ты теряешь связь иногда с реальностью, приходится тебе напоминать. Бороть? Его бороть? Только если в киберборьбе. Шансов у него нет, к сожалению. Ну его только толпой бороть. Ну что, нас вернули уже на стримчик. Значит, через пару минут начнется карта. Ставочка скоро закроется. Я не знаю, у меня полный чат оптимистов почему-то второй день. Да? Все верят в ранние киллы, да что такое? Такое есть. Такое есть. Да, это скучный турнир, здесь не будет ранних киллов. Но вообще, на самом деле, сейчас 3-й день, и сейчас реально аутсайдеры могут начать херню творить. Вчера тоже разок там ходропы какие-то были. Но это на Таеге только происходило. Самолет уже вылетает, 10 секундочек до закрытия ставочки. Слушай, вот сейчас Тобиас просто поменял рубашку, и он уже не так на бомжа похож. А пиджак-то все еще такой же. Ну да, но смотри, этот пиджак смотрится уже лучше с этой рубашкой. Просто пиджак алкаша на рубашку алкаша смотрится как, ну, лук бомжа. А пиджак алкаша на белую рубашку смотрится уже лучше. Окей, будем знать.
Одежды поменялись. Завершаю программу. Ну что, разлет идет. Мелки разлетаются по карте. Ты рановато начал, ну ё-моё. Ладно. О, кодик, ребят, кодик, я опять не подготовился. Опять не подготовился, снова не подготовился. Первые 50 человек, которые получат, он говорит, первые 50 человек, Да. 50. То есть я в 52 раза попадал, когда первые только делали кодик. Ну да. А что там сложного попасть в 50? Охренеть, я крут. Я бы не попал, я очень медленно печатаю. Да ты лошара. Не говори так. Ладно, ты красавчик. Спасибо. Так можно говорить? Ну, мне так, ну, не, ну, можешь вообще ничего не говорить. Но не говори обо мне плохо. Говори плохо вон на тех, кто играет. Они нас все равно не слышат. Будут. Да им все равно. Неправда. Ты же все равно про наших плохо не говоришь. И что, все им по клипу покажут, и они такие, ой, вот Виспер на нас пиздел. Да? Ну, я и не говорю. Ну вот, ты и не говоришь. Плохо не говорю. Говори плохо про других. Ты плохому учишь людей. В смысле я плохому учу? Я не учу плохому. Учишь. Нет, я учу только Я хорошему. научил только что плохому. Чему? Говорить плохо о других людях. Не говори плохо о других людях. Вот, другое дело. Хорошо, не буду. Только про тебя. А я что, не человек? Так, на полшишечки. Стримеры не люди. 5 хилов куэмов, 12 тысяч. От весов, конечно, далеко, но все равно хороший результат. И Куэма — это команда, которая за этот год действительно изменилась, и прям хочется ее увидеть на глобале еще раз. Надеюсь, Адузи постреляет хорошо сегодня. Первая карта не будет показательной. Ну что, господа оптимисты, 4-я минута уже на исходе. Первые перестрелки какие-то легкие издалека начинаются. Какие? Ну, там холочки покидали куда-то пульками. Куда они пульки покидали? Они ни в кого не стреляли. Как будто бы в атлетиков немножечко. Каких атлетиков? Ты посмотри, где они находятся. Ничего они не стреляли. Виспер. Я все вижу. Виспер. Это ты сейчас не работаешь в этом Ты сейчас студии. ты. Тебе сейчас не надо просто что-то пиздануть, чтобы В смысле, заполнить эфир. наоборот, Тебе... надо. Ну хотя бы 60% надо заполнить. Я здесь, и я слежу за тобой, и я вижу, что они не стреляли по ним. Да стреляли. Вон, смотри, Нет. Веллы там перестреливаются с Нави сейчас. Ну там вот такое Вот, есть, Вилла такое отъезжает. есть, такое есть, согласен. Вон, Нави стреляют в воздух просто куда-то. Не спорь с Вон бабушкой. опять холлы стреляют по стенкам. Я же твой адрес знаю, я тебе скорую вызову. И что она сделает? В дурку тебя отправят. Я им не открою. Окей. Придется вызывать не только скорую тогда. Я им не открою. Они сами тебя откроют. Нет, не откроют. Откройте форточку, пожалуйста. Видишь, уже форточку из-за тебя пытаются открыть. Ты душный. Я не душный, это чат что-то душнит. Ты даже зеваешь. Тебя явно душно. Потому что игра скучная. Максимум, кто здесь пиздится, это, блядь, вон Куэмы с песчаной бурей. Кстати, классно. Видишь, теперь всегда есть какой-то экшен на карте. Да, жесткий экшен. Столько красных точек, как будто урон получает. 106-я минута через 20 секунд закончится, господа.
Почему у футов 5 точек? Мне кажется, тебе показалось. Есть промокоды, для тебя нет, иди отсюда. Потому что их все-таки 4. We are back into an area now as well with this first circle where any hard shifts coming in. I mean, hard shifts in general. Ну что, 6-0-6. But a phase 2 hard shift here Не было киллов. If you swing north, that's up in the mountains to Minas. South, it's pretty much a guaranteed Los Leones finish. East is out into the open fields of Impala. Залутали дропчик Пасифики, P90. VLA там сами по себе как будто настреливают. И по Нави. Так, хочу вам Нави вставочку предложить. 6 минут, нет киллов. Виспер, что делать? Муравью что-то приделать. Смотрите, Нави в центре. Блин, не успел. Вот Нави в центре. Весы тут не хочу на них ставить, они далеко от Нави. VLA. А, вот, кстати, Нави VLA. В прошлый раз мы с подсамолетами их сравнивали, а давайте их с Нави в этот раз сравним. Я думаю, с экзальтами надо. Ты любитель, конечно, всякого разного. Пасифики здесь атлетиков пытаются прищемить. Экзальты, 5 минут на голосование. Let's go. Атлетики свалили. Let's go. Добирает ног буквально сейчас, и это 7:34, первый килл на этой карте. Хорошо, Лу берет понтик. Мне всегда приятно, когда Лу берет понтик. With another kill onto Sub. Able to net themselves an extra one there. Stavim trying to again scout the way forward, but as I said before, coming in on that western side where it's just so hard to know what you're going up against. Over every single hill you climb, an opponent could be set right there waiting. Now this came at more of a distance, but again, driving up these hillsides, if you don't have the proper vehicles for it on Miramar, as soon as you go below, it's just 100 kilometers an hour really, these guys will double tap you out of cars, just like we saw it happen there. Perhaps not with a P90 at Так, Нави топ-1. Ну, смотрим. Смотрите, если у Нави 5 топов 1, то Изи 160 баллов, и они проходят. Забавная таблица, кстати, смотрите. 60, 60, 50, 50, 30. И чисто 5 команд с идеально ровным количеством поинтов. Кратным 10. Красиво. Так, кружок, кстати, хороший, но мы такое уже часто видели. Очень хочу, чтобы он ушел от Лос Леонос. Иначе это будет опять не очень интересные драки в домах. Вообще вот куда-нибудь на северо-восток было бы интересно. Typically, if you play here later on in the game, you're worried about the teams from Impala putting shots into the back, but for the time being, they have full control of that area. Дропчик падает в пикада, но в пикада никого нет. Или это не пикада? Не, это трак стоп, фига, я даже не видел толком эту точку еще. Это север. Меня заправка подставила. Она тебя подставила. Ты проиграл бы в геогессере. Вообще бы не попробовал даже. Сразу можно было бы сдаваться. Пасифики проезжают рядом с эйсами. Рядом с каляками. Каляки. Без проблем. Ну что, к 10-й минуте у нас никого и не было больше убито. Да, отлично, все-таки с Лос Леоноса круг уходит ближе к северо-востоку, как и хотелось. И где-нибудь, даже не знаю, либо к Импале уйдет, либо на кратере будет. Чё, Дмитрий молчит? Но он такой, он считает, что не надо говорить, поэтому молчит. Я не могу делать два дела одновременно, молчать и говорить. Понял. Справедливо. Ву влетает в кемп, в котором сидят холлы, начинается драка. Ой, Руерна запушили агрессивно прям.
Есть ответные ноки, Нави там экзальта нокают тем временем, 2 экзальтов. Холлы разваливаются, у Ву 2 нока, но у холлов уже нет 2 игроков. И все. 2 холла были в другом кемпе, и Вуд разрезаются. И без потерь продолжают, а экзальты потеряли 2 игроков. Onto Exalt, who have been forced back. Molodok dodging his way out of the grenades. Yep, so many fights happening now, and it's all on the west and the southwestern side. Again, as I said it before, all these teams are looking for compounds in the fields towards the east. They all want to get out there. They all wanted to beat each other to the positions, but because of that, they're now running into one another. Navi were actually split 4-4, and when Exalt crashed them, they collapsed onto the same compound. Они продолжают сражаться против Экзальта. They've already found 2. The knock comes through in the 3rd. Nice reset here from Navi. Again, they were the ones against the wall. They collapsed on the building. They fortified on what I believe was fairest here alone. And here they go, wiping out Exalt without taking casualties. No signs of fear being shown from Na'Vi today. Absolutely not. 4 kills on the board. They've claimed the position. Нави выжили дольше. They'll be happy to sit back and take hold of it, but if they get an opportunity, a chance to push onto someone else and expand their hold. Да, конечно, блин. Печально видеть такое у экзальтов. Я думаю, что ребята сами там, расстраиваются. Ну, я надеюсь, что они не расстраиваются пока что, но результатами они точно недовольны. That's our Achilles heel. That is what prevents us from doing any scouting outside of where we are when we're inside buildings. And also, where are our vehicles parked? How do we get away? If there's a team up on the hillside, how do we make sure that our tires don't get popped before we have to go? I wonder how many times this is going to happen today. Maybe it's just a Miramar thing, but every time Na'Vi seems to get... Так, кто выживет дольше? Какую бы еще ставку поставить? Я поставлю на VLA, который в центре. И на твисов. Блять, ну твисы это всегда больше всего поставят на твисов. It's definitely a big feature in the Twisted Minds playstyle so far in the grand finals, and perhaps even if you go further back, if they're playing from... Я поставлю на VLA и Бибисов. BBYS. We Live Again was a team that actually was doing that very well in the upper bracket, and occasionally we've seen hints and glimpses of it, even when they were playing 4. 2 минуты на голосование. VLA Бибис. Давайте сейчас. Вот так. Обе команды в центре. Одни на севере, другие на юге. A war zone. Sure is. They said, oh, we don't like this whole edge thing. There's too many teams around here. Let's just go center. But where do you Let's go now? just go. In the compound out east that is technically inside the circle, but most likely will be outside of the next one. That would be a very, very, very dangerous play. But having said that, they could try and go for it. I think though they have their eyes further north. Oh no, they don't. They're going straight onto face. Oh boy. They're going straight onto face. And they have no clue. Gotta see a vehicle. They see them running around now. Now they see the cars, but FaZe is going to see the parachutes first, and surely stavim is not going to be allowed to get away with this. You say that? No, 1 does get found. Let's see if more is found. Yes, 2 found and approaches, 1 left flying. Sheila, solo player left alive, but for how much longer, I'm not sure. Down to just 1 HP, multiple other players shooting at them, and there you go. Hopper finds him. stavim tried to get to safety in the north. Not gonna happen. What's unfortunate for stavim is if they just went for the higher ground where Correxi's just come back from, he probably would have just given up the position and regrouped on the split, because there's so many teams now driving through the fields. There's going to be a lot of pressure all over the place, and Howl is the next to fall. Again, we're shifting away from the north. Teams want these compounds. It's pretty much reminiscent of what we saw in the previous game. Compound fighting, compound crashing galore. Oh! He martyrdomed them! They walked up into the shack. He had a grenade in hand as he fell, and Dante walks down with it. That is a free position that a lot of teams are not going to be expecting to be free, especially with that amount of vehicles outside. We saw Exalt try and do it yesterday. In the end, Fate just blew himself up, but here it actually works out for them. And now, what was a, I suppose, tricky time to try and push, because many teams could see you. Hello there, Mr. Sandstorm, as it comes on through, denies at least vision from FaZe and We Live Again. So on the northern side, you should be able to rotate on through. Mika gets about half the health of Lou as he continues to make. Дим, разговори Виспера, а то он молчит и плохо о нас думает. Twisted Minds within Cantera, gonna try and use the bridges to their advantages. Pod Samalet Он такой. under pressure now from It's Chris. Bad Boys also made a full send straight up the road into the freshly taken compound of Entropic, and now they're tangled up in a fight of their own.
Now we know we're shifting away from the meanest very top, but outside of that, it can go pretty much anywhere. We go back to the fight here between Entropic and Bad Boys. A lot of damage coming through there with that nade from Laylup. Trying to lob one more in, could potentially find the knock. No, the first aid's come off in time. This one's not going to hit it, but that blue zone could potentially force them out of the building. It's going to make it very awkward for Bad Boys to get there. Never mind, he won't even get the chance. It's Diffix. Uh-oh. Oh. Was that a mortar? Was that a panther? It's mortars, of course it is. I mean, this compound is lovingly named no wheels sometimes, or you just don't get a chance. There's very limited space to play outside, and if a team is making the push, get the timing on those. Oh boy, that would be hot. Sure would. Minas is now completely vacated. Plenty of space up there. Again, very unlikely that we see the circle go all the way up the hillside, but I think the only team that would know at this point that it is free would be Na'Vi, and they aren't even going to be sure at this point in the game. At the very least, they can be sure of their position. A four-man hold, the Wu get the same. Куда ты там ходишь вообще? Тут КМы отлетели вообще моментально. Экзальты отлетели, а ты ничего вообще не заметил даже. А чего они отлетели? Не стыдно? А вот не знаю, они куда-то въехали и сдохли от одной хаешки. Они в прошлом раунде тоже сдохли от одной хаешки, от хобы. Так это же не круто. Блять, разумеется, это не круто. Ты даже не расстроен. Я не успел, вот сейчас расстроился. Тут фейзы сорвемов разложили красиво. А вот коэмов некрасиво что убили все. Ну ничего, наша ставочка на Авилей все еще работает. Дмитрий даже 3 минуты поговорил, даже не заметил, что я молчу, пока ему чат не сказал. В смысле? Я знал, что ты молчишь. Я поэтому и говорил. Ну, ты даже не заметил, что коэмы проиграли за это время. Тут весов проблемы, Батулин в ноке, но они с иксами дерутся, справляются. Энтропик пушит здесь качественно бибисов. Сегодня гениальные ставки будут, я не знаю. Как герой. Я не знаю, проявляет ли сегодня свою Дает им гениальность. разрезаться в толчке. Мне как будто бы вчера Подловил. недостаточно за мою гениальность, ну, Чуть-чуть восхваляли, не смог поэтому запушить не уверен, что ее стоит Бибисы показывать будут снова. разрезаться втроем. We live again, now on the way down. Looks like they lost a tire, but managed to control the vehicles well enough. And guess where they're going? Directly into the exact same compound where Screams is scrambling to rectify his mistakes. Висы справились, разрезались, продолжают уничтожать Эйс. У меня ставка стоит на Бибисов и Вейлей, и смотри, и у тех проблемы. Overall, the credit goes over to Na'Vi, who needs it the most. 6 kills on the board for them now. And there are still several teams in around Cantera themselves who have to make the push over the top when they're done with their fight. This fight in Cantera is huge for Na'Vi as well. They know that Twisted Minds is up here. They know that they can't scout anything eastward from outside those buildings as long as Twisted Minds is looking their way. Whenever they start fighting, whenever Na'Vi realizes that it is Так, Батулина опять высаживают, и на этот раз он уже никуда не уйдет. Поинт под самолетом. У Вилла остается один игрок уже давненько, но он пока тянет лямку ради вас. А драка от весов и под самолетов продолжается. Пока что весы продолжают удерживать позиции, не сдают фейзам. Лу и Спиро. Ты даже вчера ни разу «я за Лу» не кричал. Первый день, по-моему, разок было. Круг остается около весов, но просто надо порешать вопросики с под самолетами. Я считаю, что ты сдаешь позиции главного болельщика команды Twisted Minds. И их уже будет сложно вернуть. А я не главный болельщик команды Twisted Minds. Я болельщик Лу. Ну и эти позиции тоже сдаешь. Не сдаю. Сдаешь. Нет. Ты вообще все время только оскорбляешь Лу. Вообще ни разу не было. Всегда. Каждый раз, когда я говорю, что я за Лу, ты такой па, там такой сидишь подкрикиваешь. Нет, это ты Лу оскорбляешь. И команду Twisted Minds. Потому что ты их ненавидишь. Ты пытаешься увернуться. Потому что ты их ненавидишь. Не, Батуля братик, я ничего плохого про него не говорю. А почему тебе Батуля братик?
Потому что я его лично знаю. Много раз видел. И он хороший человек. А вот это ты Иногда уверен, как что ты, он конечно, хороший человек? Но в целом хороший А ты человек. уверен, что он хороший? Вот я его тоже знаю. Конечно. Не буду говорить ничего нет. плохого. Там обстрел идет, не понял от кого. Это просто этот питерский своего питерского хвалит. Велой, кстати, покидают наш розыгрыш. И ставочка на Нави, на удивление, сработала. Раздаем поинты. It's going to be very hard for Foot to get their foot probably inside this compound. 8C will fall and it's just T-Bone left alive. Так, а у тебя там ставка сыграла, и у меня сыграла. Там, смотри, в LA отлетели. Да, да, на Нави уже сыграла. Пуш продолжается, бибисов против футболистов. Сольник у футболистов против двух бибисов остался. Дядя с дробовиком пытается найти противника. Нави подлавливают здесь идеально. 3 айсов. Хорошо, хорошо, Экзампл, молодцы. как батя, просто одной очередью снимает. Ну, когда экзампл не батя? И это вторая лучшая игра Нави за 3 дня. Уже 9 поинтов. Они готовы брать топ, походу. Тем временем бибисы справляются с футболистами, а Ву наказывают фейзов. Во второй Нави раз уже, помогает. кстати, Ву наказывают фейзов. А фейзы сбрили какой-то склад в прошлый раз. Не помню кого. Не помню, честно говоря. Сорвемов, что ли? Есть ног ответный по Ву, но у фейзов уже 2 на ногах всего лишь. Возможно, 3-го поднимут. Нет, Курекси добирают тоже. Да, подняли, но отдали другого. 2 фейза остается. Зона пока что ничья, но, в принципе, у многих есть где поиграть. Нави первыми выдвигаются в зону, Ву пытаются им помешать. Ух, там капец, там парковочка на 5 или 6 машин. I think example now is driving over there too, but back up to the crater we go. Whoever wins this one will have a perfect overview of what's happening down below. Драка от весов и под самолетов продолжается. Ну и здесь уже просто они вынуждены порешать вопросики, дальше вдвоем не пройдут. Ай-яй-яй, хорош, хорош. Есть ног по пину, блин, но все-таки перфект их падает. 3 в 2 продолжается драка. Ух, тут еще поддержка с воздуха против подсамолетов идет. Пин вытекает. Перфекта поднимут, скорее всего, и 3 в 3 продолжится драка. Перфекто. Секс пытается проехать, но, скорее всего, его здесь тоже сейчас нокнут. Пасифики справляются. Так его, Вальдемон. Зона начинает движение, и у весов могут проблемы быть, если они сейчас не сыграют качественно, не перестреляют под самолет. Кто там еще, блин, живой? Я так и не понимаю, кто накидывает все вот это вот. Главное, что который уворачивается. Отлично, твисы еще пасификов наказывают, которые пытались на них посмотреть. Густав дункает 2 Ву. What the fuck? Густав ультует, но все-таки умирает. Все, кончили Густава. Но у Ву проблемы. Нави здесь не дадут им подняться уже. Через текстуру Леванта накидывает. Понятно, читак. Репорт на него. Так, ну и ключевой момент сейчас для твисов. Перестрелять, либо умереть остается им. Лу нокается от пасификов. Все. Вышли пасифики удачно. И просто сбривают по 3 весов. Но это была яма в бутерброде. Причем Куэтпа чисто забрил 3 весов и уехал. Так, ну что, топ на ваших экранах. Давайте чисто рофло-ставочку, ребят. На минуту. Нави топ-1. Видите, как у вас дела? О, ты решила со мной поговорить? Невелики, но позиция Ну ничего себе. Вот. Решайте сами, думайте сами, болеть или не болеть, как говорится.
Фига там на дах. Я зову, кого зовешь? Сольник Ибица, 3 под самолета и 4 Пасифика. Пасифики не слабые ребята, но может сложиться что-то против них. Зона ушла. Но Нави придется первыми подраться с под самолетами здесь. Так что сложно как-то предсказывать пока ситуацию. Там Рок сейчас будет ловить с СВД. Could be very much a repeat of that pot. Well, they have to come down. And where do you do just that? Millman, I like the fact that he's kind of off-angled outside the building, so in case a pull-up does come through, he's ready to shoot them on approach, because you would have to imagine that Pod Samlet, should they opt to breach the compound, or the compound, I say the shack, that that's where their eyes are going to be. Забавно, что Пасифики сейчас прикрывают Нави. По Ибице кто-то тоже 12 киллов в Пасифике. Обалдительно не ультуют. Состав у Пасифика, вы знаете, это те, кого я футболистов Ладно, видеть прощаю, конечно же я прощаю. Ощущение, что может это он и есть состав футболистов бывший. Ибица пытается пробраться, но вот он уже в опене под Пасификов и под самолетов. Есть попадание. Как будто мы с тобой раньше не говорили, а я не тебе. Рокс заканчивает. Помимо тебя есть другая наглая особа, которая решила в какой-то момент со мной не говорить. Сейчас бы у Пасификов хотя бы одного-двух игроков убрать. Пасифики супер агрессивно, прям во все щели лезут пострелять, поубивать. И их никто есть пока одна не наказал, рыбачка. Есть ног по Роксу. Экзампл выходит уже на позицию, но там есть селтик на прикрытии. Авада Кедавра какая-то тут. По словам комментаторов. Сам ты наглый. В смысле я наглый? Стоп. Это же ты была настолько наглая, что со мной не общалась. Там у них P90. Все ведь правильно? Леванты нокает Мэла. Для Нави все не очень складывается. Хорошая хаеха, которые могут нокнуть. Тут нормально мужики дерутся, и Пасифики в итоге топ забирают. Ну да. Нави все-таки не в эту сторону лучше бы воевали. Есть еще нок по экзамплу, и у Нави остается один игрок. Под самолетов один игрок. Нави покидают еще и третьими эту карту. И Пасифики даже не почувствовали, как говорится. Супер игра для Пасификов. Да, легкая для Пасификов. Супер легкая. И 15 киллов. Это очень-очень хорошо. Ты меня продал, алло, я тебя не продавал. Тебя никто не продавал. Ты это придумала. Так, сразу ставим ставочку на следующую карту за 7 минут уже. И у нас Таега должна быть в первой очереди. Даже проверю на всякий случай. Так, да, будет ли килл в первые 7 минут? Начали. Да, Таега. Не придумал, есть куча свидетелей. У тебя нет ни одного свидетеля, который бы засвидетельствовал, что я тебя продал. Ни одного. Потому что такого не было. У тебя их в принципе не могло быть. Так, а у Нави что там по поинтам? Ну, слушайте, если Нави до топ-4 поднимутся в таблице, то они пойдут на глобал вместо Куэма. И Нави как раз даже 5-е место устроит без всяких спорных моментов. Ну, эти картошку чистят такое интересное. Картошку чистить. И, в принципе, Нави к этому идут. Есть куча свидетелей. Уже куча, может быть, и есть, а вот свидетелей точно нет.
Если бы Нави и Коэмы остались выше атлетиков, было бы вообще идеально для нашего региона. Тогда бы все три прошли. Так, чат. Я вам что сказал? Я вам что сказал? Чат, я же вам сказал, что будет розыгрыш джекоинов в чате. Правильно? Правильно. Хорошо для коэмов. Ничего не изменилось на данный момент. Но Нави подтягиваются и еще кого-то вытеснить могут. Итак, если с этого момента смотрим, Пасифики Дорогой врываются в топ-3, кстати говоря, а Пасификам ничего не поможет, у них 0 поинтов в этом турике. Им только победа нужна. Для того, чтобы участвовать в розыгрыше. Шансы всем остальным командам сейчас. Ну это вот Пасифики, кстати, вообще не вовремя решили. Мы вводим кодовое слово. Они просто отбирают поинты, которые нужны другим. Потому что им они уже не помогут. И таким образом нас бы устроило 4-е на Коэмах, 5-е на Нави, например. Нави нужно всего 20 поинтов до 5-го места. Выводите кодовое слово «Наш лорд Макатао». Выводите кодовое слово «Наш лорд Макатао» и участвуйте в розыгрыше нескольких кодов на 3 сотни джекоинов. Если поинты отберут те, кому они не нужны технически. Ну, опять же, это призовые, да, это мы только за поинтами смотрим. А так-то все за денежку тоже дерутся. Опять какие-то здесь очень интересные викторины про Digital Athletics. Рассказывать мы вам, конечно же, не будем. О чем они говорят. Виспер, ну расскажи тогда что-нибудь другое. Нет. Я уже рассказал все, что нужно знать. Так что, в принципе, ничего тебе больше не скажу. Тьфу. No one. Everyone is upset. No one. Я так понимаю, у нас перерывчик минут 5 будет в целом. Ну, сколько-то перерывчик. Так что самое время зачилиться. Чат, я разыграю, знаете сколько? 10 кодов. 10 кодиков сейчас разыграю. 10 кодиков. Каждый по 3 сотни джекоинов. Вот. Среди тех, кто пишет кодовое слово, восклицательный знак «Наш лорд Макатао». Почему там храп на фоне был какой-то? Жду еще 1 минуту и начинаю розыгрыш. So far. Ну блин, так-то жестко. Таблица меняется не в лучшую для нас сторону. Но опять же Нави включаются в борьбу, как неудивительно. И есть призрачный шанс увидеть 2 наших команды еще в пятерке. Но он супер призрачный. The Na'Vi PGC 2022 Champions Battle Gear skins are now available in-game, and of course you can get your hands on them, and you can win potentially as well. All you need to do is tweet who you think is going to win PEC Full. Use the hashtags that are on your screen. Что-то там, ребят, затвитьте куда-то с хэштегами и победите. Восклицательный знак «Наш лорд Макатао». Да нет, хэштег не с восклицательным знаком. Все с восклицательным, блин. Ребят, он не шарит, не слушайте. Итак, чат, мы начинаем. Обидно, что твисы и фейзы так далеко вырвались, что никто не может просто на первое место залететь и забрать себе слот. Ну, типа, это прям очень маловероятно. Магуха, нужно первый победитель. Пасифики вот вообще в наши планы никак не вписываются. Быстрый перерыв у них. У вас
Ну, вы поняли. Сколько минут? Так, Магуха, ваш код у вас в личном сообщении. Поздравляю вас. Идем дальше. Так, 3 минутки на погулять. Поставлю себе таймер. Пойду. Пойди. Пошевелю бедрами. Пошевели бедрами. Следующий человек. Ирошка. Не понял. А, я просто думал, что типа, что фоллова нету. Не, мужики, фоллов обязательно. Обязательно. Если нет фоллова, не. One is here still, I think. Yeah, he went trailer park. He went yellow trailer park. Ерошка, ваш кодик у вас. One skinny, guys. Really? В личном сообщении. Спасибо большое за участие. Сейнт Колбаска. I knock his teammate. Outside. I'm here. One downstairs. Come here. They knocked them, I think. Who knocked you? Battalions? No. They stole my kill. Downstairs. Don't pick. Ваш кодик тоже у вас в личном сообщении. Спасибо большое. Тайгер. Can you put that shit on the middle? No, not there. On the middle of the... Keep it. You can use it. On the stairs. Oh. The fucking stairs. I mean, if they need it in there, I won't lie. Yeah, You guys are so funny. Тайгер, ваш кодик у вас в личном сообщении. Спасибо за участие. Дмитрий Бин. О, уважаемый человек. Wait for me. Nice. People fighting on my marker. I'm stimming. You run back. I think you should run back to the two-story way again. Ваш кодик у вас в личном сообщении. Дмитрий Бин. А, стоп, Дмитрий Бин. Пойди. Нет, не это сообщение. Не используй этот код, я тебе дам другой. Я просто этот код сбросил предыдущим... А, нет, стоп. Используй этот код, это другой код. Все ок, это другой код. Все правильно сбросил. Фух. Там коды просто начинаются одинаково, я подумал, не тот сбросил. Так, следующий. Найзерт, наверное. Do you think, now knowing how much some of these teams have on the line, that we're going to see more of this? Or is it teams now, because there's so much in the line, starting to slow things down? I actually think it might be the opposite. Держите ваши, вот эту штуку вашу. Only way that we could have possibly gone to Bangkok to compete at PGC was to get first place. Not really an option anymore. That's been stolen away. So those teams are coming in and saying, you know what? В вашем личном сообщении кодик. Вот, он для вас. Спасибо большое за участие. Не мой. Это вы брейкданс танцуете или вы на пилоне здесь исполняете? I mean, we heard it from Beamy. There are just teams in this lobby that are playing unpredictable. They're doing things that we wouldn't think anyone would dare do. Ваш кодик у вас в личном сообщении. Спасибо большое. Вот сейчас. Вот сейчас у вас в личном сообщении. Спасибо большое за участие. Следующий человек. Что это за красавчик? Ой, божечки-кошечки. Что это за красавчик? Идем в KFC. Ну, успехов. У нас уже ростик должен быть вроде. Большую часть переименовать теперь. Ваш кодик у вас в личном сообщении. И последний в этой попытке это Кисик. Пользователей маркир на этой карте, надеюсь, будет много.
интересных моментов. И через 10 секунд ставочка закроется. Это 7 минут на килл. В целом все еще оптимистично. Все, потом через катку снова разыграем следующие кодики. Поздравляем Опять через центр Кисика. самолет. Что такое вообще? И Никаких неожиданностей. кодик на 3 сотенки тоже эмот. Ну, на этой карте круг падает как-то рандомно абсолютно. Вот. Кисик, у вас в личном сообщении... Ставочка закрыта, 75% на да. Ё-моё. Ух, тяжело, конечно, это было, но я справился. Молодец. Молодец я. Так, а кстати, терминал-то освободили, смотрите. Пасифики почувствовали свои шансы на хорошую игру и решили не сливаться в Что на ж, терминале. здравствуй, Виспер, как твои дела? Как твои дела? Отлично, но не будет здесь, к сожалению, ход-дропа для многих, кто ставил на да. А кто на да ставил, скажи? Много народу, 75%. Ставочников, так сказать. А круг ровненько на Twisted Minds. А у нас есть ход-дроп энтропиков и бибисов. Неожиданно. Топ-11, топ-15, так что все шансы вернулись. Слушай, есть первый нок на второй минуте. И он его почти добил. Но еще не добил. Все. На второй минуте был килл. Невероятно. Поздравляю тех, кто поверил. Невероятно, невероятно. Это было быстро. Это невероятно. Получается, что? Выбираю исход. Будет ли килл первые 7 минут? Да. Килл был. Так, и что там нам? Давайте поставим футболистов. На одну линию вышли бибисы и сразу два Мэкси, нока. что ты вытворяешь, Мэкси? Но его наказали за это сразу. И все, энтропики здесь закончились. Они как-то странно... Посмотри, где находятся два энтропика. Каким-то странным сплитом они упали абсолютно. Атлетик едет рядом с Ву. Слушайте, я хочу... Ой, давайте Нави VLA снова поставим. Что нам стоит, как говорится? Не будем выдумывать. Две хорошие наши команды, которые решили поиграть сегодня в хорошую игру. На вы разговаривает, а со мной не разговаривает, уважительно. В смысле? Маланта, я с вами только на вы разговариваю, вообще-то. Рядом в круге уже находятся. Вот эти две команды. Там кто-то подобрал арбалет, судя по всему, который обсуждают господа. Какие господа обсуждают арбалет? Господа комментаторы европейские. Я, честно говоря, не увидел, у кого арбалет. Стрим проезжают между VLA. Могут теоретически в Fishing Camp ворваться и создать проблемы. Но пока что едут мимо. Нам нужно больше предикшенов. А, давайте сделаем. Так, делаю предикшены. Делаю предикшены. Красиво уравняли. 50% пока за каждую команду. It's really hard. There's been a lot of examples of circles just like this, still containing large portions of the river up until phase 3, potentially even phase 4. It's been seen in the previous tournaments, particularly in the early days of Tego. Ну, что сказать. Also, Тут интересный круг, потому что зона может уйти на любую сторону реки. Мне интересно, при таких размерах это считается рекой? Или это типа остров, отделенный морем? Типа пролив это условный. Больше на пролив, наверное, похоже. Какую бы ставку такую бухнуть? Экзальты Холлы. А нет, будет ли в этой катке? Вот, точно. Будут ли в этой катке киллы? Да. Нави пытались сделать засаду, и у них получается высадить одного сорвема.
Как-то такая неуверенная засада была. Барон остановился, пострелять. Будет ли в этой катке нок или килл с мортиры? Нок и килл это равнозначно. То есть нок тоже считается. Так оставь нок просто и все. Нет. Может быть, они могут убить нокнутого типа. Да. Ладно, ладно. 5 минут на голосование. Будет ли в этой катке нок или килл с мортиры? Да или нет? Фиде, короче, можно сказать. Можно и так сказать. Вперед, ставьте свои баллы. Вперед! Нави сделали кильчик на сорвемах и уехали. Большинство команд рассчитывает на север, судя по всему. Атлетики наказывают игрока Экзальт здесь. Засада не удалась. Ну, у Мосборда как-то не идет. Не идет. Подъезжают тиммейты. Я за что? За что? Интересный ракурс на мини-карте справа. Такой, как с квадрокоптера наблюдения. Хвалим. Скопта Квардера. Скопта Квардера. Блин, Мосборда продают, как будто бы что они прям не стараются его спасти. Почему здесь 3 атлетика? Они уже потеряли где-то 4-го типа. Ой, ног по молодости. И все, и продают всех, короче, 2 остается игрока Экзальтов. Все, просто бросили и ушли. Ну, что ж, пожалуй, без комментариев. Все плохо. Фейт в засаде остался. Ждем круг, на самом деле, Shift очень много изменит в планах команд. Ву смотрит на атлетиков. Ну, тут мало шанс добрать будет, потому что он упадет за забор. Опа, они едут на него. Интересно. Код Марка прям завернул. Не стал палиться, просто машину дал спалить. Да, машину они видели, но его нет. Но что-то как-то безыдейно. Будет лежать, пока его не найдут. Ой, хорошо, так подставился Митролеус. Митролейбус получает издов. Сейчас на код Марка дефикс выйдет. Да, они просто смываются. Просто смываются. Даже не стал стрелять. У тебя есть метеозависимость? У меня нет. Но иногда как будто бы мне хуёвит. Но это вообще нестабильное явление. Кто прав. То есть мне не хуёвит каждый раз, когда что-то такое жесткое с погодой. Вот, но иногда бывает, я просто это связываю, а вдруг это с погодой. Но это не часто. В основном мне вообще пофиг на погоду. Я не понял, чат, почему Нупася все еще в чате сидит? Ей там картошку чистить надо, что за фигня? Я думаю, он А Малонате надо на занятия по английскому идти. Все-таки север, ровненько на весов, в центре. И половине команд нужно пересекать, скоро будет проливчик.
Его первыми устремились на мост. Что занятия вчера были? Давай, говори, чему научилась. Начинаются перестрелки. Чему научилась на занятии Дмитрий, я по-английскому? отойду на 2 минутки сейчас. Хорошо. Посмотри, чтобы мы ничего не пропустили. Хорошо. Итак, холлы не успевают улететь на чинуке эвакуационном, и 2 холла остаются. 2 одиноких волка. Одиноких, потому что половина их команды улетела. Но они не... это одиночество вдвоем, понимаете? Одиночество вдвоем. Твисы держат горку, причем с плитом. Спина к спине. Луис Пайра, как герой боевиков. Как флипперы Лопака. Как Робин и Большой Джо. Как Терминатор и Джон Коннор. Как Голум и Кольцо. Вдвоем, в общем. Так, VLA здесь держит оборону. Немножечко дали пощечину пацификам, которые опасно проехали. Целик, так сказать, отправился в таверну. Пытаются они по Квайтпа еще пострелять, штрафануть его. Ой, Квайтпу, походу, перфекте сейчас штрафанет. Нет, нет, нет. Не штрафанул? Не штрафанул. Но был близок, был близок. Вальдемон получает в голову... Ой, еще что-то получает в плечо. Или в тело. А Квайтпу все-таки штрафует Хоба. И для Квайтпа это конечное. Никуда он больше не выбирается. О, пасификов разрушают потихоньку. Разрушают. Хорошо. Это отличное слово. Их разрушают, да. Их разрушают. Надо их остановить. Ну блин, надо поинты к ОМ набирать. Я даже не против, чтобы Нави поинты набирали. Но они что-то не хотят особо. Атлетики остановили Джимза. Первая потеря для фейзов на этой карте. Так, и что-то круг какой-то сомнительный. Окей, они на правом кусочке карты сидят. Мне кажется, следующий шифт... Ну, хотя следующий круг еще может с водой остаться. Ну, все-таки я больше к Пелосу склоняюсь. Вряд ли на юг уйдет карта. Атлетики проезжают мимо экзальтов. А холлы пушат пасификов. Один сольник остался в Там Вальдемон. кого? Вальдемона бедного пушат. И это будет здорово, если у них получится. Ой, не допрыгнул Руэрн. Ножки коротенькие. А где друзья-то, где его тиммейты, я понять не могу. Где-то рядом, подъезжают. Они волки. Ой, опа, отлично. Просто как переигран, переигран. Переигран. Ну да, дайте больше больше поинтов Вальдемону дайте, да. Ух, спасибо, наконец-то. Справляются холлы и отжимают свой топ-14 в этой таблице. Жёстко остается на севере, как мы хотели. КМ въезжают с Арвемов. Там Фёрст разрушил барона Пика. А барон Пик в сейве. О, сейчас Шилу должны нокнуть, Шилу должны нокнуть сейчас. Это Доус в ноке. Блять, я сейчас буду кричать громко. О, хорошо, Шило в ноке. Отлично. Остается один игрок с соло. Барон Пика окончательно разрушили. Данте сейчас будет разрушать один Мависи. Сюда едут Нави добивать КМов. Все. О, один. Сейчас его штрафанет Данте. Отличная работа, подъехал. Сейчас подставится под экзам. Я недоволен. Недоволен. А пацифики довольны. Но не докинул. КМы поднялись, может и Данте смогут поднять. Все машины ломают. Какой же ты черт все-таки. Как бы ты хорошо не играл, ты черт. В данный момент.
Все, отвалил, свалил. Должны развесаться втроем КМы. Поживут еще немножко. Да, он их пожалел. Он их пожалел. Сердечко сжалось за братьев. О, фейзы полетели. Очень любопытно, куда они приземлятся. Футболисты пытаются их сбить. Курекси должен быть сбит. Сбить Курекси. Фекс в ботинках, Густав в ботинках. Курекси надо сбивать. Хорошо летят. Сбейте ложка. На леска и сам попадаются упасть, мне кажется. Давайте 2 в голову. Это не сложно. Холлов раз в раз разменялись. Есть больше ноков по холлам. Весы нокают Густава, не смог приземлиться. И холлы заканчиваются. Весы также нокают Фекса. Остается сольник у фейзов. А до сих пор киллов с мортиры не было. И ноков. Да, стрельбы даже не было вроде. Ну и это пока и не может быть. Это вот чуть-чуть дальше сейчас зайдет. Поуже круг будет, они в ямке позанимают, вот тогда буду доставать всякое. Кружок особо не сдвинулся, остался по центру. Разрезали здесь фейзы, но их вот самолет нокает. Хорошо, Лу. Красавчик Лу. Это мабой. Я говорю, Курекси надо наказать, разрушить. И Лу это сделал, потому что я за Лу. Я за Лу. Он знает, какие цели надо выбирать. Потому что это мабой. Это все не совпадение. О! Перфект первым увидел Густава. Пошла расстрелка с мортиры. Было попадание, но без ноков. О, какой красивый дропшик падает. Да, сейчас Энтропики нокают Фейта, остается... Еще летит, еще летит. Ух, по контейнеру. Ебзды, прям по перфу. Но не было ноков. Лу нокают издалека Ву. Вроде смогут разрезаться. Надо твисам уезжать с этого опена. А мне на да 26% поставили. И они сейчас такие... Дмитрий Бин больше всех поставил. И только сейчас такой... Как ты вот этот воздух начинает закручивать? Это техника воздушного вихря. КМы вышли все-таки из кемпа, но, блин, по опену катаются, переживаю за них. Сосед нокает Бибиса. Точнее, добирает даже уже. И есть еще один нок. Сольник остается Бэтбой. So the fact that they're able to get all this damage through with utility without really having to reveal themselves is absolutely huge. Bad boys. What you gonna do? Мне важнее, что перс выжил, чем Грестак. Я знаю, брат, я знаю. Белые заканчивают выступление Бибисов. Поэтому сейчас попаданий не было. Но следующее точно будет. КМы нашли себе позиции, но, блин, на них Ву могут выйти в любой момент. И они прям в одной ямке как будто бы щемятся. Так мне не нравится позиция КМов. Они сели в транспорт и поехали снова. По ним зажимают VLA, по ним зажимают... У футболистов может быть шайтан труба. Вполне. Пожалуйста, живите. У футболистов и у... Сольник Digital Athletic провожает взглядом Ву. Будет просто жить. КМы где-то покатались около твисов. КМы хотят кушать дропчик. Блин, ну мне так не нравится их позиция. Твисы начинают стрелять по КМам, и это очень плохо может закончиться. Блять, да, все верно. Может плохо закончиться, когда по тебе стреляют. Чемпионы. Футболисты заканчивают энтропиков на топ-10. Зона шикарно уходит на твисов и КМов. И в КМов сейчас 4 сквада поедет просто. Дай бог им здоровья. И навыков закрыть противников. Тут вызванный дроп какой-то неожиданно. Дай им здоровья. Как говорится, аниме на Ави, здоровья маме.
Там, по-моему, сейчас эйсы будут с этой, с базуки стрелять в воздух. О, пошла от Криса заготовочка. Взял, по-моему, эти боеприпасы. Да, боеприпасы взял. Сейчас будут зачищать себе территорию, но непонятно, в кого он стреляет, там никого нет. Это футболистов далеко очень. Он под самолет как будто бы, но прям не мне кажется, он просто сейчас стреляет в позицию, которую они хотят въезжать. Он просто, ну, сейчас расстреляет, и они поедут. Вторая может под самолетов попасть. Нет, перелет. Дуралей, куда ты стреляешь, блин? Так, что-то как, да. Вот сейчас по VLA может Так у него наводчик пьяный. Футболисты по твисам дают ног. И перелеты жесткие. Нави также VLA нокают. Ну, басик. И Нави начали движение в круг. No excuses. He should have been better. In any case, what he can't do with the mortar, he sure as hell can do with the up-close weaponry. So we'll see if, despite the mortars being a bit off, they'll get something going regardless here. 0 kills so far, but again, Ascent haven't really had to play aggressive into it. Now, though, it's their time to make a play. Ну что, от VLA остаются 2 куска только из 4. И они умудряются нокать еще 2 игроков Нави. Сосед не прощает. Кто умудряется? Там сосед умудряется нокать. Дроповой пушечкой. Весы нокают эйсов. Майк очень хотел кого-нибудь нокнуть, но у него не получилось. Ой-ой-ой. Бля, Муса хорош так стрелять. Сольника атлетиков нашли, топ-9. Главное, чтобы Коэмов не нашли. Коэмам нужно поинт делать где-то срочно. Есть нок по Ву, шикарно. Ву также находит соседа. Понял, Слиш, радости. Реально, пьяный наводчик. Как там Нави с Коэмами рядом так разместились, непонятно. Увы, еще один нок. Добирает поинт по соседу. Ну и, в принципе, может, даже поднимут еще одного игрока. Нави нокует эйс. Новый нокует Ву. Коэмы забирают себе еще поинтик. Пошла расстрелочка от футболистов. Зона ушла на наших ребят. Но ушла от Коэмов. Есть нок по Данте. Есть нок по Данте. От Варда. Красные. Вот так. А они уже в здании. И они снова в здании. Фил Ферст находит еще добивание по Ибице. И топ-8 для команды Ву. Но футболисты перекрывают сейчас проход Коэма в зону. И не так уж многообещающе выглядит. Дмитрий Бин сейчас такой куш сорвет. Ой-ой-ой, под самолеты еще грызаются. Не дают доработать. По VLA. Нави работают по Сколько баллов получил? Блин, позиция эйс шикарная. Как обычно, о, охрана хорошая. Хорош. Матч нормально там поставили, да, на ног. Да, там охрана чувствует, куда ставить надо. Айзум забрал феериста, у Нави остается один игрок. Ребят, у нас Нави и VLA ставочка, и у них 2 сольника друг с другом стреляющихся. Опять. Пошла задувка от Виспера. Задувка сигнализирует, что летит граната. Блин, футболисты очень могут похоронить сейчас неприятно Коэмов. Никто им не мешает это сделать. Нави все-таки побеждает, ребят. Ставочки, поздравляю вас, всех, кто поставил на синих. VLA погибают на топ-7. Ой-ой-ой, там Бими. Бими слишком сильный. Блин, никто просто им не мешает. Никто. А некому мешать. Данте внутри, да, я так понимаю? Данте внутри. Не похилиться не может ничего. Блин, им даже 2 поинтов, чтобы пассивчиков обогнать, не хватило.
Может, Нави сейчас закроют чуть раньше. Еще поинтик получит. Не выходи, не выходи. По Али никто не стреляет. А ему хиляться А у нечем. него нет... Не, есть. Живи, живи за зоной. Алю как будто... О, Алю закрыли. Еще поинт получил ПМ. Но им все равно еще поинта не хватает до пасификов. Топ-6 для Нави. Данте вышел. О, вышел. Но его видно. Все, умирает. Умер от зоны. Топ-5 для Коэмов. Ну, не идеально, но хоть что-то. Ну что, у нас 4 твиса, 4 подсамолета и 4 футболиста. Команда Эйс закончится через несколько секунд. Даже ставочку не хочу вам пока предлагать. Не хочу. Зона ушла на футболистов. Не хочу предлагать топ-футболистов, пусть они лучше отлетят. Но пока что сложновато играть. Слишком широкая позиция у футболистов. Нужны ноки. Батулина нокнули. Добрали Батулина. Макс, ставочка была, как всегда, топчик. Ну, разумеется. Ну и плохая сейчас может дать ног. Ой-ой-ой. Там Рокс успел пузо прижать к земле и только поэтому выжил. Все, отлично. Убрали четвертого соперника. Нужны ноки по футболистам, слишком они нагло широко стоят. Но они аккуратненько уезжают к своим. Есть ног по Тибону. Ух, еще Бими сейчас могут, нет? Нет, перелет. Есть 2 нока по твисам. Да пошел ты. Смоки нашивает и убивает. И перфект тоже лежит в опене. Но и выглядит все-таки как игра для футболистов. Никто не хочет с ними играть. Дают еще и разрезаться. Слушайте, ну и футболистов все больше шансов отжать еще больше поинтов. У тех, кому они действительно нужны. Экстра скери. Понимаете, да, мы переживаем за те команды, которые могут пройти на глобал, и тут просто заезжают и отжимают все просто возможности, другие команды забирают. Это так обидно выглядит. Обалдеть, выглядит как конкуренция. Ну да. Но просто они-то и так уже на глобале, понимаешь? Они последние шансы отжимают от других команд. Ну, надо хорошо играть, чтобы пройти, правильно? Надо хорошо играть, чтобы быть под на самолеты их вчетвером месте. живы. Блин, Спайра играет против самолетов, к сожалению. Возможно, его сейчас просто сожгут. Да. Далеко он уже не сыграет. 4 в 4 под самолеты и футболисты. Ну и зона как будто бы у футболистов лучше. Первый ног по самолетам. 4v4, make it 4v3 unless if Rox is somehow able to get back up alive. Beamy now trying to get over the top, trying to get the open. They know that there's still one over there somewhere. Hagatori seen on the other side, at least the traces from the shots is, but they cannot forget about Pin. Actually, Pin in a vehicle now. Does he go for the rest here? That is incredibly brave this late in the game. Нужен ног, конечно, по футболистам, чтобы разыгрывать здесь что-то. They have to move. They have to get inside the circle. Might just about have enough time to get a first aid off before they make that move, but it's really limiting. But the push isn't coming through overly aggressive from AT and Beamy. They're still looking for angles towards Hakatori and Levante. And Ну, ребят, нужно один фланг хотя бы открыть. And a headshot onto Hakatori
is really limiting what they can do. They cannot forget about Pin and Rocks right now. You're seeing the split though. You have Beamy and HG on the high ground containing Levante and Hagatori. You have Vard and T-Bone holding the guys on the left. Now they hear the car. Now they see them move forward. Now they have to transition because I'm not sure that T-Bone has a proper angle anymore. It's all slow play in here for esports. They're playing it smart and now one more knock comes in. This time it's T-Bone to find one. Both teams are very widely split across this. Хорошая стрельба от Хакатори. The capability of helping each other out, but if Hakatori is hitting 3x FAMAS sprays like that, Есть шанс поднять Леванте. what help can there possibly be? Not over till it's over. The good thing for Foot is that they have the dot. They have Он control кнопку ищет. of the А, valley нет. in the middle. Уже нет времени поднимать. Could be the downfall of Vard. Нет. We'll see if it bounces right. A little off to the side. Damage done. Что? No А, way вниз to be улетел. found. Влево T-Bone is back улетело. up and alive. That it's gonna go far as well. The molly. So it's on Pod. It's on them. Нужно to сбрить make an просто aggressive обоих move на forward. линии. Famas in hand. He needed that re-knock from the grenade, only needed 10 damage to make it happen, but could not find it. Now Pit Есть. and Rocks are gonna Нет, hop up and размен. activate. Hakatori will get one, but instantly traded. 2 в 3. And the spam from the opposite side of the zone Мужики, does нужно take ноки. down Vard, and the numbers advantage firmly with points, but Beamy has to hit the deck. Force the prone on down, headshot connected, needs to try and make a run back to safety. They know they have to dot again. There's no Есть нок. reason 2 в for them 2. to sprint forward, but Pin, double headshot connected onto Vard. Beamy has Роксу надо хилиться, а то их двоих одной греной снесет. Both teams have now lost their off angle. It's a straight 2 versus 2 around this ridge. Ну, Beamy позиция не очень trying to make обоих. the most of the opportunity to move, and that suppressor Он не кидали could just гранату. be А, кидали. enough. Я чуть раньше просто, поэтому я слышу задувку. Увидел. Ответную нужно. Это что такое? Ну, просто не видели или не стреляли, не знаю. К сожалению, не Вот и смогли футы переиграть. поднялись. Да. Ну, красивый финал. Но не для наших ребят. To be unable to take it down, but that final push at the end was crazy. What a 4v4. Crazy. Данила, ты что, crazy? Now let's hop over to the desk and see what they have to say after match number 3 of the day. Foot Esports getting their second win of the grand finals in fine form, and this is something that we're seeing with a lot of these teams. Foot, Ascend, Pod 7, Хорошая была игра. Так, можно ставочку на следующий килл сделать. Можно. Килл был, так что 6 минут Да. на викенде. Будет ли килл в первые 6 минут? Да или нет? It all comes down to them fighting versus Little Analytics and who gets that 6th place. Also, does Exalt stay in that bottom place when it comes down to PGC? But yeah, they managed to get a little bit more points out of this one, but not as much as we've seen them so far. A little bit of kills here. Так, ну я погуляю пока. Ожидаем следующую каточку. А вы закидываете поинты. Нет, перерыв не полчаса. Сейчас должен быть небольшой минут. Так, кодовое слово. Сейчас будут разыгрываться кодики на 300 батлпоинтов. Ой, на 300 G-коинов. Кодовое слово будет восклицательный знак. It absolutely is. I mean, you've got at least Twisted Minds and FaZe aren't sponging up quite as many. No, we've got the other team that are going to be going to PGC. Колбаски. Some more of the points. So in effect, some of the teams Восклицательный знак колбаски. Nothing's kind of changed. They need to be grabbing those points instead of teams like Foot Esports, and they haven't been able to take advantage of it fully yet. I mean, Na'Vi to an extent, but we know they need to do a bit more. I mean, they're trying. That's the thing, right? They are trying. What more can they do to try and find a way to qualify for PGC? И, разумеется, надо быть зафоловленным, чатик. Разумеется, разумеется. Win their fights. You know, they lost 2 players in a situation where, you know, you get knocked outside an edge and you move too late. You maybe should have put more people into the car, right? But yeah, here 7 points, another win for them, or another 7 points for them, another more consistent game than they have. But the problem is you have Pod Summit, you have Twisted Minds, you have Christian Marks and Foot taking the points on the top that is kind of forcing them to stay outside them. They need to get into that top 6 for them to have a chance to go to PGC. Let's take a look now at your leaderboard. This is what it looks like as we hit the halfway mark of the final day. The top 3 teams obviously all already guaranteed those. Question марки на 5-м месте. So now everyone else is fighting for the points, trying Да. to get up there. Pacific, question mark, Pod Samalat, all in the triple digits.
So but Navi's not actually that far off, Joe. So if you take a look, I mean, what, 81 points? Pod Semilet sitting on 101. They can do it. I get that I'm the guy on the desk who's dying on the hill of the Navi hope, but Navi are now 10 points behind Digital Athletics. They're not getting points early game and then dying in a third or fourth reckless fight or anything, right? They're losing players on rotation after winning those fights, after getting those kill points. So I'm still optimistic. They're trending in the right direction, but Digital Athletics still have that spot. And let's not forget, DA have played well. Как этот промик активировать потом в игре? В сторону нажимаешь, слева снизу, хоп, и активировал. Use там код. Чатик, еще минутку жду и запускаю. Давайте, колбаски. It shouldn't have come down to the last 3 games. But this is what I'm saying is like there's other teams that have been more consistent, and it feels like a little bit unfair now. I mean, I know that we're pushing for the Navi, we want them a PGC, but at the same time, well, do you deserve to be there? On the other side, like right now, if it stays like this and Digital Athletics doesn't get top 6, it's not going to be D or Navi not going. It's going to be Exalt instead. And do they deserve it after being 16th here? We can get into this conversation. Let's talk a bit more about Navi, though. What are they doing right? Yeah, let's take a little bit of a look at this game. Итак, начинаем. It would have been lovely to see them in a fantastic situation. Let's start with the overview of how they were. They had actually had a pretty good spot inside the circle. Что-то как-то странно. Ну ладно. Honestly, it became a little bit rougher here, John, once they moved forward. But a lot of good control, good amount of kind of circle awareness, pushing out, taking edge control too. It looked really good. They won initial fights, and then Итак, птица. Endgame started to fray a little bit, and they weren't able to be in position to cover each other. What happened here? Especially with the twisted minds. Здравствуйте, птица. Springing towards them, but also with the edge we've seen from them, like how we saw example Mel, I believe, go down. They try to go for the crates too early. You saw Wu have a lot of control on that high ground ridge, right? But Wu could not win from that position. They delayed it because they knew they had points there, but they were not in a winning spot to stay for that late, right? It's not going to be a longer clip than that, but still. It's a situation for me where like I would love to see be more like this is actually pretty good. 7 here, 7 in the first game and 14 in the previous. If you're able to keep up that average, уважаемый птица, у вас в личке кодик. Кодик у вас в личном сообщении. Поздравляем вас, спасибо за участие. Дальше. Валамас. We have 20 points difference. Валамас. 6th place, and they need to be ahead of Digital Athletics to make it into PGC. So 20 points right now up to ProPTICA, I believe it was, from Navi. Doable. 1 good game, 1 win with kills, easy, doable. Do you know who has clicked heads? Because they've had 2 wins in the grand finals. It was Digital Athletics, so we decided to throw Валамас, в вашем личном сообщении кодик. Спасибо, меня вставили, играть в основной кек. Это ваши проблемы. Что хотите с кодиком делайте. Можете ничего не делать, можете выбросить его, можете кому-то подарить. Это ваши проблемы. Вы в розыгрыше участвовали, выиграли. Спасибо за участие. Кек. Ролим следующее. HQ 1080. Итак, в вашем личном сообщении следующий кодик. Спасибо большое за участие, HQ. Следующий Эйнамик. Не понял. Ло. Эйнамик, здравствуйте, здравствуйте. Tam sağlaştırdım, böyle hava saldırısı başlattım. Karadan bastırıyorum. Karadan bastırın askerlerim, yürüyün. Сбрасываю вам кодик. Сбросил вам кодик в личку. Спасибо большое за участие. Я не верю. Я тоже не верю. VIP person.
Следующий наш винер. Ого, я победила. Да-да-да, вы побеждали, вы побеждали. Так, VIP person. Ваш кодик у вас в личном сообщении. Lan keşke rezlemesini bekleseydim, ikisini ben alaydım ya. Ya kanka keşke yapsaydım ya. Hadi. Ватик. Ватик, здравствуйте, здравствуйте. Evet arkadaşlar inanın. Solu var. Burada 2 takım var galiba burada. Peki Lyron, inanmak başarmanın ne kadarıdır? Yarısıdır. Bravo. Ваш кодик тоже сейчас приземлится к вам в личное сообщение. Bomba atıyorum oraya. Hemen arkası. Вот, пожалуйста, он у вас в личном сообщении. Это кодики на 300 джекоинов. Так. Все, на этом все. После следующей катки еще чуть-чуть разыграем. Отставить колбаски. Больше колбаски не работают. Bana sıkan kutsal kelime. Так и знал, что не я. Ну блин. Ну не могут все победить. Oğlum nasıl bildim? Nasıl biliyorum ya? Kayda. Aa, şunlarda. Lan kafasına bir tane vurayım, canını azaltayım, bekleyin. Gazdan yemiş olabilir, gazdan yemiş olabilir. Tamam hiç korkutmayın, çıkın, korkmasın. Göstermeyin. Bekleyin yüzsün o, bekleyin yüzsün. Yüzdüğünde çıkışında onu karşınızda. Yüzüyor. Tavalayacak. Geldi turuncuda. Bekle dur daha gelsin çıkmadı. Elinize flash alın. Oğlum saklanıyor, göstermeyin kendinizi. Geliyor turuncuyu at flash'tı şimdi. Geliyor. Bekle daha gelmedi. Ben vurdum galiba. Tamam fırlatın lan. Oğlum adam gazı öldü lan. Nasıl beceriksizsiniz, bir topa fırlatamıyorsunuz? Бля, киберспортсмены бота забили сковородкой. Kaç kill? Kaç kill diye bir soruyor bu da ya. Oğlum söylüyor. We've got a little bit obsessed with PGC points, and I think that we've forgotten that there's an actual tournament underway. It is the PUBG EMEA Championship for Fall. There is money on the line. There are points, yes, to be earned, but the cash and finishing first is... Я не победил, обидно, но я и не участвовал, справедливо. Что действительно справедливо. They are putting on a consistent performance, trying to get up, because of course that prize money is good if you finish towards the top of the table. Maybe you can't beat FaZe or Twisted. Красивые цацки на руках. As high up as possible, and there's a little bit of glory in that. At the end of the day, there's momentum going into momentum, well, right? Yes, momentum. Like Batulin said, I think on day one, it's important to get yourself in that mindset, get used to winning, make sure that you're comfortable when playing against the top teams, and there's no better place to get that practice. No, for sure. Honestly, in this situation here, like, this is the last tournament of Europe of the year, right? You want to be as good as possible, and also, like, for your team, it's about pride and glory as well. And that's what's been quite fun about Twire as well. We're going to pull up the leaderboard at the moment, and I do believe Saga is sitting pretty at top. Let's do it. Do we have to look at this? Do you know what I think is kind of... Oh, wait, it's I'm not last. There's a tournament going on, right? We should be talking about the real tournament. Production. This is unfortunate. Wow, and I gave Toby such a hard time about being bottom. Yeah. Okay, well, you know what? It doesn't actually matter because no one cares about fantasy. Let's talk about the fact that what's been really fun. Yeah. Let's talk about what's been really fun about Twire, and I think that that's what kind of feeds into this, is how close a lot of these teams are. Right, yes, we've had this glory run of FaZe like we should look at the leaderboard again, right? I'm gonna kill you. What I want to say is that mid-pack is very close. It is very competitive, and I think that that's a good sign for the future of PUBG in the region. For sure. I think you've got the fact that after all of the wildcard teams don't necessarily have a hope of walking away with the victory here, they're still trying to fight for the chicken dinners. The mid-pack is still condensed. Means that anyone can have a good weekend and still have 5 or 6 teams chomping at the bit behind them. And right. That's just a great, healthy ecosystem. Like, we should be encouraging more of this. This is great. Yeah, as we've been saying all the time, right? Twisted Minds, FaZe, it's been super unlikely to happen that we have 2 teams that are that far ahead, right? So продолжать сегодня. Some of the teams kind of come into the last day and try to kind of fight up the leaderboards, because it's been extremely close, and also because the lack of points is from 3rd and all the way down to 10th place, right? It's да они ничего интересного не рассказывают, по сути. And also why you can quite easily go from 7th, 8th, 9
Но тучи у нас сгущаются над КМами потихонечку. Is the fact that since the playoffs, all Avengers done is mock Toby for being bottom of the fantasy leaderboard, and here he is, right at the bottom. Super awkward for you, Avenger. It doesn't matter. We're closing off. Let's see how it ends. It can't just be like we're looking at 24 rounds plus 15 we played like 40 plus rounds, and now that the one round that he actually jumped ahead, we'll crawl back ahead. Let's see how it ends up. The next time then we laugh. I just want to be clear. The next time that we have to do a PUBG job, I'm gonna actually ask Начинайте уже, бездари. Switch your mic That'd be off. great. We are done. We are going to a break. I can pull his plug here. Do that. Do that right now. It's a break. We'll be back in a bit. Блин, они очередной перерыв запилили. У них что-то взломалось. Этот перерыв не должен был быть таким долгим. Извините. Причем мы это уже видели, да? Джимс уже... Ролик про Джимса уже был. Это опять реклама? Да ёпта масло. Точно, что драконы такие золотые скины. На следующей катке пойду. Даже 3 у минуты них еще ролики закончились уже. Да это отвратно, бездари, блин, не могут начать никак. Хоть бы сообщили бы, что у нас задержка или что-то, нет, блин. Давайте еще раз посмотрите вот это вот. Не могут лобби собрать. Что-то, ребят, не набирается лобби. Давайте отложим игру. Outside. He was outside, bad boy side. 100%, he's hiding in the bushes. No. Nice, flash him. Just flash him fast. I didn't see the third guy though. I only saw one guy coming with us. Nice solo. One active, last guy at hallway. Need help, AT. No. Yeah, he died. Nice. Yeah. Twisted is playing exactly on orange. Twisted is playing exactly on orange. Careful, boss. I can't help you. Hit, knock, got one guy, knock. Inside, blind. I'm holding, pushes out. I'm getting shot from far. I'm getting shot by everyone far. Hold. They're outside the zone. No, yeah, it's pod. You hold the door? I'm trying to hold, yeah. I want to move back a bit. Fall back. One ace guy knocked. One's already on the car. No, ace. One more left side, one side on the right. They're running in the open, guys. Yeah, they're running in the open. Where? Is pod running in the open? Yellow. In yellow smoke, pro healing. Pod in the smokes. Did you have yellow smoke? Yeah, yellow smokes. I'm safe. Pushing out. I might push. Oh. One knocked. Two knocked. One active. Raising. I got the flash on Lou, the guy that was crawling back. 118. Both flashes. Hit. Did he make it? Nice shots. Nice. One more there. Blue. Shit, One more. Yeah, that's the far guy. The far guy shooting over. Yeah. Do we have more He's in smoke? front of us. In our smoke. No. Okay. Watch left side. I'm running right side right now. Nice. There's two on you, exactly on blue. Play together. Both on blue still. Peek. Let me know where you feel on peak. One more left the other guy. Ну что, наконец-то мы перешли к комментаторам, а значит, секундочек, через 30 мы уже закроем ставочку. Код, кстати, вдруг сейчас код появится.
Я готов. Что, мы до сих пор не начали? Так, я переключил на английский. Я Они сказали, почему мы положил не руки начали? на клавиатуру. Кто? Нет, они просто затянули еще. Понял. Спасибо, папаша. Да, привет, блядь, нам надо еще время подтянуть. А, да, привет. Они про фэнтези. А кого ты выбрал в свою фэнтези-лигу? Нет, самолет на их фоне уже летит. И кодик, похоже, сейчас не будет кинуть. Ну надо же, ну надо же. Может, его вкинули, пока я не смотрел? Кусай, кусай самолет, Тоби, кусай! Кусай его! Кусай! Он не укусил, он слаб. Он слаб. Было бы концептуально. Самолет опять не особо интересный, почти через центр карты. Мы закрыли На ставки? викенде мы и не ждем. Ну, закрыто. Да, завершаем прогноз. 58%, надо опять оптимисты сплошные. Блин, ну реально, напряженная обстановка становится для наших команд. Я отошел чуть раньше, чем показали финальную таблицу, так что надо будет взглянуть на нее сейчас. А в этот раз можно будет поставить ставку, будет ли килл или нок? Медведя. От медведя. Не, ну медведя убить должны. Так или иначе, кто-нибудь рядом бегать будет. Вот, точно, надо будет сделать ставку, будет ли убит медведь. А вчера она куда у тебя сыграла? А вчера я не помню, куда ставил. Я не ставил на медведя. Ой, хороший. Ребята, круг на краник. Краник в центре круга. Wow, that's unbelievable. И там у нас VLA поблизости. Нави недалеко. А вот к КУЭМам и Твисам придется далеко добираться. Ну и Экзальтом дальше всех. Хороший круг. Одобряемо. КУЭМ на 5-й позиции. Блин, им эта позиция уже не очень устраивает. Футболисты вообще нафига они сюда тоже ворвались? Непонятно. Ну, потому что мужики в игру играют. Вообще поинты не нужны. Мужики в игру играют. Не бабки. Кот. Да ё-моё. Это не код, это пароль. Я уже не успел, я долго смотрел на него. Да. Ладно, это не пароль. Козлы, а почему они все время в разное время коды дают? Кто вообще так делает? Ну, нормальные люди так делают. Чтобы шакалы всякие, которые ровно ко времени не приходили и код не За забирали. шакалы все равно успевают всегда. 15 тысяч урона под самолетов. Хорошая игра на целом от них сегодня. Уже 6 команд перевалили за соточку. КМ проходят на глобал? Ну, такими Нет, темпами пока. нет. С 5-го места они равное количество поинтов имеют с экзальтами. И мы не знаем, как это будет определено. С 5-е место это край, который максимально может как-то хоть немножко устроить. Но там под самолеты уже в 2 поинтах. В 5 поинтах эйсы, в 12 поинтах атлетики. Ну ничего, у них 3 катки, они сейчас соберутся и покажут! Да, если КМы ничего не сделают, то рискуют отлететь. Нави на расстоянии тоже 1,5 каток в целом от этого места. И у Нави есть шансы на самом деле. О, Медведик. Медведик. Наш любимый. Попу чешет об скалу. Там Коулы с сорвемами перестреливаются. Пока что без ноков. Maybe Sosed has a little bit of internal conflict going on anytime they pull up on a fight against Na'Vi, given that he was the listed sub, he was there when Na'Vi. Ой-ой-ой, 5-я минута, ребята, и будет нок, возможно, сейчас. Нок точно будет. Бам! Килл. Поздравляем тех, кто поставил на да. Есть килл. Вы вновь угадали. Будет ли килл в первые 6 минут? Да. На 5-й минуте случилось. Загулял энтропик. В очередной раз, кстати. Энтропики славятся просто загулами.
Что, завалят ли медведя или завалят ли больше или меньше 2 медведей? Ну, не знаю. Давай так. Будет ли килл Ну, блин, понимаешь, я не люблю такие ставки, потому что он до конца игры будет у нас стоять, если вдруг его не убьют. Ну, Я хочу хотя бы парочку поставить. Ну, ставь. Также обстрел сверху прикольно, но тоже до конца карты может, если нет. Ой, ой, обстрел прикольно. Тогда делай ставки, будет ли вот в 15:00 там столько-то киллов или еще что-то. Давайте, убьют ли... Можно это сколько раз Висмор сделает закатку. Бьют ли медведя до 20-й минуты? Вот так сделать, чтобы потом еще успеть поставить на что-нибудь. Вон там медведь как раз близко бегает. 2 минуты на ставочку. В 20-й минуте на таймере, соответственно. Тебе надо точно. 20-я минута — это 19:00. Начинается 20-я минута. Да. До 20-й минуты включительно, ладно, господа. Будет ли килл в этой катке? Ну, типа килл медведя в 20:00 до 20:00 по таймеру. Вот так вот. Но я объяснил словами. Нет, У меня это так не умные ребята работает. на стриме. Какие, господи, умные. Умные. 20:01 уже не считается. 20:00 еще считается. Вот так. Вот в том-то и дело, они умные, и они тебя потом по фактам разъебут. Понимаешь? Ну и ладно, там мы поговорим. Здесь дело-то не в уме, а в том, что технически к 20-й минуте это 19:00. Зайдет умный чувак и разъебет тебя. По фактам просто. Пока ты там будешь, нет, я имею в виду 20:00, вот это вот все. Я тебе говорю, как, вот это все что мы сделать делаем правильно. с теми, кто это делает? Кто? Заходит к нам и по фактам начинает тут душить. Да, что? Мы их тушим. А вот такой ты человек, да? Да. И в итоге кто у тебя Вот. остается на канале? Знаешь, Подсосы? Главный Подсосы, да? модератор, что мне написал, говорит, не слушай его, он просто забыл, что такое бан. А кто у тебя главный модератор? А вот не скажу тебе. Кто у тебя главный модератор? Не Скажи скажу мне. тебе. Скажи мне, кто. Чтоб ты не мог там козни какие-то строить. Ничего тебе не скажу. У меня его нету, этого человека. Наверное, не знаю. Он к тебе уже не заходит. Он ко мне уже не заходит или никогда не заходил? Не знаю. Как его, вот как его, блядь, зовут? Который, он у Страна есть, он у всех есть, но ко мне не заходит. Да, это вот этот? Зеленый цвета у него еще ник. Ну, возможно, Сиш да. Душнила. А, бля, его понятно. Он, короче, ходит, вот, короче, он ко мне вообще не заходит. Он ходит во всем вокруг меня, и я когда к тебе в чате пишу, он вообще делает вид, что меня нету там. Поэтому это Душнила вообще не важно, что там пишет. Понятно? Главный модератор. В прямом эфире. Произошел буллинг главного модератора Виспора. Потому что он не смог запомнить, как произносится мой ник, он говорит. Он там такой, типа, сидит, типа, да ну нахуй, я этих стримеров охуевших, у которых там онлайн побольше, не слишком охуевшие, чтобы я к ним заходил. Я их вообще в хуй ставить не буду. Поэтому он есть у всех глины, кроме меня. Потому что он ЧСВ. Потому что он, блядь, ЧСВ. Вот поэтому. Давай вернемся к нашим Давай. пирогам. Сорвем с Вела и перестреливать с тем временем. Кроме одного килла ничего и не было за 9 минут. Там чел, ты видел, с боковым прицелом ходит? А я всегда накидываю их. Говорят, что он скорость этого прицеливания повышает чуть-чуть. Он повышает скорость зуминга. Опа! Что творит, Ибица? А я как Просто раз лобовое. хотел поставить, будет ли нок или килл с шайтань трубы. Я даже в прошлом раунде говорил это. Много чего хотел ты, я понимаю. Там еще атлетики в спину фейта нокнули. Ну и Экзаль там что-то опять не пошло. Ну это, конечно, отлично он выбил. Получить лобовое с ракетницей. Здорово, Халфингер, здравствуй, дядь, рад тебя видеть. Это неприятно. Ну заметьте, они все что-то трутся где-то по горам, но ни разу медведя пока не встретили. А у меня большинство за то, что медведя все-таки найдут.
Сплошные оптимисты. He knows what's coming next when he takes that much damage down to that little health. He just has to disappear. And the full send coming through, but the angle is slightly off. Metralius looking to cover. A third-party shots from the other side of DA's split will force the Wu back. They should have had another one onto DA, but one final bullet just could not land. Some very ballsy aggression here from Wu as well, just rushing over that ridge line, because technically Круг куда-то шифтанул, нам опять спектатор ничего не показывает. Они до сих пор медведя не хлопнули. Да, о, наконец-то проснулись. Нормальный такой кружок, 40% воды. И здесь будет очень сейчас приятно всем командам. Еще и озеро какое-то в центре. Краник, прям кайфовое место, мне нравится. Драки будут здесь жесткие. Он летит или плывет? У Леванта какие-то проблемы в этом. Совсем не лагучий сервер. Не лагает ни разу. Что-то 15 команд тут в одни дома кругом пытаются заехать. Прям в центр VLA заехала команда ProPTICA. Айзума потеряли. Мозборд также погиб. Интересно, что там с Леванта все-таки. Ну, скорее всего, все, он в воде застрял. Судя по карте, он все еще летит под водой. Да. И он умрет от зоны, потому что ну, это баг игры. И... Первый раз вижу, что такое было прикольно. Да, конечно, вообще есть правило, чтобы не показывать баги игры, ну, на официальных трансляциях. Тогда это фича, значит, раз. Они проинформированы, ну, спектаторы, не показывать баги игры, потому что должно быть хорошее впечатление только об игре. Но у нас, наоборот, еще лучше впечатление. А то, что они увидели, что там чел под водой летит, это вообще случайно получилось. Ну и чел уже обыгрывает, что о, ничего себе, как забавно. Там чел сейчас думает, да вы охуели, что ли? У нас тут игра, мы в топ-6. Очень забавно, я считаю. Очень забавно, да. Особенно для ребят. А прикинь, кто-то из Коэма бы сейчас так застрял. Тоже было бы очень забавно. Было бы еще приятнее. А Дузи бы вот так над водой застрял. Он бы горел синим пламенем. Или нет, бестолочь. Близко очень. Очень больно и близко. А он нокнется должен, от сикники должен нокнуть. Не, на бинте, видимо, успел. На бинте, да. Ух, молодость наказали фейзы. Топ-16 для команды Exile. Все на своих местах. Леванте все еще летит. Слушай, а прикинь, нам круг до последнего будет. Ладно, сейчас шифт от воды. Медведь, медведь, медведь. Так, так. А чё он не напал? Убегай, 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 убегай! Блин, он чуть не засейвил вам, ребят. Бежит обратно. Ну, блин. Он уезжает! Он уезжает! Что за медведь, который не стал драться? Он вернулся. Походу, DFX просто хочет завалить медведя. Там 3 медведя бегают. А он у меня на трансляции просто ставку поставил, что он завалит медведя. Блин, отстой. Ну слушай, раз там есть медведи, и зона еще остается, то может они повоюют еще с ними. Да, да, там вон, Фасфей сейчас его грохнет. Зона шифтанула немножко с юга, и Леванте прям на миллиметр просто не попадает. О, он как будто может смещаться, смотри, он как будто чуть-чуть плывет. Леванте плывет. Swimming techniques. Бля, он реально плывет. Он зашел в зону. Слушай, может он может приземлиться где-нибудь у берега, там где глубина. А может быть он не завис, а просто, ну, такая анимация, а он просто в воде находится и все. Да не он.
Из дыхалки Буш там остался давно, на такой глубине. Нет, так в смысле, у него на карте голова... у него парашютик У него нарисован. голова над водой, просто вот он в таком положении, типа, остался. Ну, не знаю. Но он же не захлебнулся до сих пор. Но он летит, потому что... А что, лететь нельзя под водой? Ну, технически сложно довольно. Почему? Данте нокает Густава, плюс поинт к УМам. Минус игрок для фейзов. Ой, хорошо. Ой, больно. Нет, нет, Ой, прикольно. Двойная техника парашютинга. Обалдеть. И сынок, забрали Холла. Будет не круто, если игрок будет делать в случае бага. Никто не будет делать игрок в случае бага. Всем наплевать на баги. Издалека. Блин, ну вы вообще не в тему здесь писались. Данте сейчас заберут с хаешки, возможно. Не, он не попадет. Курси кривой. Чуть-чуть есть урон. Нет урона. Есть нок по Курексе. Хорошо. Трахнуть Без Курексе. флешноки от Джимза. Хорошо. Без флеш надо спасти. Так, пока что более-менее. Только вы вообще здесь не в тему. Они что говорят про капиталистов. Перфектикса нокнул Леванте. Перфектикса забрали. А, Леванте вылез, значит, из воды-то. Он плывет. Ты видел, он плыл только что по зданию. Он, возможно, из-под земли вылез, знаешь, как-нибудь, типа прям на перфекта. Жалко, мы этого не видели. Но вот так вот. Не бага, фича, действительно. Застрял между мирами, мне говорят. Реально. Блин, братья, пожалуйста, не выходите ни расчеков, я вас умоляю. Хорошо, нашли угол на этого Хорошо, чела. отлично, Ферсик, Фаспейса. Давай, иди, кстати, убийца медведей, который не убил медведя. Медведя ведь так и не убили? Да, 3 минуты на медведя осталось. Ву, вместо того, чтобы тут крысить куэмов, лучше бы медведей убивали. Блин, не, ребят, ну не надо, ну не умирайте, пожалуйста, вам не надо это абсолютно. Нет, нет. Вот так еще раз сделаю. Они так и не убили медведя. Зона ушла в краник опять, е-мое. Ребята, сейчас Ву уйдут в круг, и, скорее всего, медведя уже никто не убьет. Есть смерть для Никзи, Джимс с машиной, возможно, отлетит сейчас. Нет, успел. Бизи-сити. Ну, бизнес-сити. Ну и Куэмы набрали поинтов, но они очень далеко от зоны, им нужно куда-то заходить теперь, если я правильно помню. Возможно, это будет сложненько. Медведя убил Никзи только что, ребят, я вас поздравляю. На 18-й минуте убили медведя. Кто поставил на да, тот молодец. Almost took down Bad Boy as well. That hit points bar is not looking all too healthy, but Bad Boy Подождем немножечко, закроется 4-й круг, и мы с вами выберем еще ставочку какую-нибудь. Экзампл нокает Ибицу, у остатки игроков уже, Никзи тоже в ноке. Остается соло DFX. Медведь бежит к Ибице. Будет прикольно, если он нокнутого Ибицу дожрет. Не добежал. Куэмы сейчас, блин, Куэмы в Нави поедут. Твисы что-то там задержались тоже на берегу. Выглядит не здорово. Куэмы могут на Мэла сейчас упадут просто с квадом. Мужики, сейчас это визы по ним зажмут ее. Это яму они перед Нави возьмут, походу. Данте взорвался в машине. Медведя убили, нет? Да, на 18-й. Что высадили, а Доузи высадили, и Куэмы заканчиваются на 14 месте.
4 поинта они набирают в этой карте, и все ближе шансы отлететь с глобала. Ву заканчивается на 13-м месте. Блин, хорошее начало у КМов как будто бы было, и опять просто пшик получился. Так, я, значит, закрываю ставку, что килл медведя был. Давайте посмотрим на... Блин, только им не в город, я тебя умоляю. Ну, хоть что-то. Даже не знаю. Самолет, VLA трое, трое. Давайте Нави и поды поставим. Минута на ставочку, Нави под. Под самолета все хорошо, у Нави нужно заходить в круг. Но, как говорится, они могут при желании. Вот Нави, вот под самолета. Под самолетов сложнее ситуация будет, если Нави зайдут, будет посвободнее. Пасификов разбирают потихонечку разные команды. Поинтики Нави полутали. Футболистов и эйсов напрягают также в опенфилде. Ой, сейчас Вальдемонов может удорвать перелет небольшой совсем. Короче, я сделаю ставку фут топ-1. Я бы не стал на это ставить, но посмотрим. Весы на шару летят туда, 1 минута на голосование, футы топ-1, да или нет? Да или нет, футы топ-1. По ним работает несколько команд, пока что никто не нокнулся. И они умудряются где-то остановиться. Но сейчас сорвем, и, возможно, закидки начнут в их позицию. Хорошая яма, на самом деле, но сюда полетят сейчас. Задувка от Виспера. Батулин с 1 хп, его накрывают сверху. Блин, Шила всегда как заноза в заднице. Для наших команд, в частности. Как Шила. Да. По эйсам сейчас от Бими задувка пойдет. Что, на Батулю нет, что ли, смока? Нави атлетиков нокают, атлетики пасификов. Что там? Куда-то близко от Эскриса, по-моему, залетело. Недолет. Баллист в ноке. Опять Шила. Батулина опять Шила нокает с синей зоны гранаты. Вот это было хорошо. Ну просто Бими показывает Скризу, как надо стрелять с мортиры. Но он пока прицеливался, уже успели отойти по союзу. Нави смогли зайти в зону, кстати говоря, и у них все в порядке пока, еще и быкуют. Баллисты нокают Хьюза. Из атлетиков. Зона шифтует, кстати, из города, слава богу. Теперь у Нави лучше позиция, чем у самолетов. На тропике нокают Бибисов и Холлов. Нави немножко не попали хаешкой, это может не их. Точнее, синей зоной. 1 хп. Будет падать, лежит с 1 хп. Но и у Нави хорошие шансы, кстати, на пожить, на убивать сольников разных. Есть нок по QHP, точнее добитие сразу. Есть нок футболистов. Продолжается развал холлов. Хорошая, кстати, летит. Метролет
Металлеус жив. Металлеус жив. Ой, хороший зажим от Али. -2, -3. Готово. Вместе. И уже 9 поинтов у Нави. И они вырываются практически в борьбу за выход на чемпионат. Да, футы сейчас должны заходить на них. Спайра нокает Сарвема. Под самолеты нокают VLA. Начинается лютая рубка, потому что большинство сейчас за кругом. Спайра тоже в ноке. Тибон снова в ноке. Лу 1 в 2 остается здесь. Табими нокает Алю. Хорошо. Лу 1 в 1 остается здесь. Лу 1. Но 20 хп, к сожалению. Да. Это очень мало. Ну, Сарвемы отлетят следующими. Топ-10 для Трисов. Отрыв 11 поинтов у них от фейс-клана. Бля, а стоп, а если у них здесь граунд? Как там Эдди сдох? И я не видел эту ситуацию. Нави как-то отдали свою позицию. И их сжигает просто футболист очередной. Топ-9 для Нави. 9 поинтов. Все-таки из этой карты они могли бы больше выиграть. Приятно птит, спасибо, ребят, большое. Спасибо. Притормаживаются их шансы. Здесь топ-5 условно едет на глобал. Обращать внимание на таблицу. Колы заканчиваются также на 7-м месте. А под самолеты там фулл составом пока что. Ого. Как он так соседа хлопнул? What the fuck? Что за фантазия? Что может. Что-то какой-то круг интересный. Так, кстати, у нас под самолеты прожили дольше Нави. Раздаем ставочку. Обалдеть. Ты видел, как сосед стоял? Ну, там текстуры полностью его почти блочили. Он стоял с правой руки, и там, выбегая, на пуше его с левой стороны, считай, нокач. Это как? Что за фантазия? Да пинги, все пинги. Я не видел конкретно этот момент. Под самолет тем временем обогнали Куэмов. И Куэмы снова балансируют на грани, и у ИСов есть шансы обойти еще их в этой катке. До последней карты будет сохраняться проблема выхода для них. Вот, киллю нашли. Эйсов все-таки. Пока что Куэмы остаются на 5-м. Бими, ну тебе бы тут не, честно говоря, не болтовка нужна. И знаешь, что у самолетов есть все шансы сейчас сыграть хорошо. Нельзя нокаться было. Набрать побольше поинтов, и они станут еще одной командой, которую Куэмам сложно будет догнать. Чем дольше проваливаются Куэмы, тем больше народу перед ними отрывается. Спасибо, капитан. И это не есть хорошо. Блин. Сорвем это, конечно, да, неприятные типы. Энтропики нокают под самолетов. Пин отлетает. Чё? Бими просто чуть не похоронил Сорвемов. Если бы Вард не нокнулся, они бы до сих пор в этой позиции были. 2 в 2 продолжается. Ну давай, почти. Ой, там прям один пик на пульт. Хорошо. Нужно самолетом резаться и 3 в 3 с Сорвемами играть. Есть. Сорвемы помогли со спины. Все, остается 3 в 3. Pot with 3 as well. Can they get the rest up? Odin should be up. Yes, indeed, now he is. It's a full-on 3v3, wide out in the open. Looking for whatever utility is available from this point forward, because it's gonna be extremely limited. Ну, как-то, блин, позиции одинаково не очень у обеих команд. Ну, после одинаково даже получше, как будто бы. Под самолеты зажаты очень. I mean, there's no other way around it. Everyone's been battered. No utility, as you were saying. Look at their stats. I mean, nothing. Maybe a flash to use. Not even a smoke grenade.
Римов говорят, ничего вообще в утилите нет. Ну, Турнир Верно сейчас лучшая позиция. Я забыл, а с кем под самолеты в прошлый раз воевали в финале? Когда, в прошлой катке? Вот, но из прошлого. Блять, понятия не имею. Понять не имею. Я гляну пока. Во, это не я был. Точно, блядь, не ты был? Точно. Задуватели, блин. А, с пацификами они были в прошлой катке. Слушай, классно играют уже второй. Дмитрий, закрывай ставочку, согласен. Слушай, это третье уже. Прикинь, они третий раз второе место могут занять, или первое. Они сначала с пацификами за первое дрались, теперь с футами, и сейчас вот с арвемами. Под самолеты прям дают жару сегодня. Но у них еще ни одного топа на турике. Вторые места сплошняком. Да, да. Пацифики одни. Тут уже на бинтах, без аптек даже. Звездочки тоже в пользу староверов немножко. Знаешь, как звезда по-английски? Стар. Просто суперстар. Я недавно на какой-то постик наткнулся. Ладно, давай потом. Ай, он пытается прошивать. Да, все-таки нокнули. Ну, открывашек нету у них. О, хорошая машина. Да ну, куда ты отвернулся? И очередное второе место для них. Но они на своих вторых, конечно, люто вырвались. Есть ног пошили. Ну все, зона его сожжет сейчас. Ну, без открывающего тут, конечно, да. Блин, с одной стороны им обидно должно быть, а с другой стороны они неплохо себя чувствуют со вторых мест. Проклятие какое-то, второго места у них. Так, у нас остается две карты. Обе называются Эрангель. И мы возвращаемся к 5 минутам. Вот, например, на португальском звезда, ну, на английском Star, на португальском Эстрелла. Ну, да, есть такая. И, ну, типа, вот ты чипсы знаешь, да, Эстрелла? Ну, а это оказывается звезда по-португальски. Ну, я это когда-то уже слышал, но забыл, вспоминаю, что мне об этом говорили. Еще есть какое-то тоже очень знакомое слово, о котором мы не задумывались, что он значит звезда. Стелла, кстати, по-итальянски. Стелла Артуа. Звезда Артура. Галина Бланка. Не совсем. Ну да, неплохо. Ну что, ставочка на месте за следующие 5 минут на Эрангеле. И нас снова ждет перерывчик. Надеюсь, что не в 10 минут, как в прошлый раз. Ну, хотя бы в 5. В принципе, на таблице сейчас ничего нового мы не увидим. Только то, что у Коэмов крайне шаткое положение. Экзальты так и не сдвинулись с 16 места и уже вряд ли поднимутся. Так что все зависит исключительно от question mark. Ну и Нави есть шансы подняться на 5 место и занять тоже позицию.
Набирал на русском как? Зорька как-то так. Зорка? Что-то такое. 160, 149, футболисты 125 набрали, под самолеты 113 и КМ 107. Будет ли килл в первые 5 минут? За ними двое 104 поинта, Эйсы и Пасифики. VLA 94, но, к сожалению, для них ничего не Так, меняется. голосовашка, будет ли килл в первые 5 минут? Упали на 9, хотя им нужно тоже минимум 5 место. И Нави на 10. В принципе, все, включая до 10 места, имеют какие-то шансы попасть повыше. Будем наблюдать. Pacific Esports, they're not just within striking distance, they are proper neck and neck now, and question mark need a good final 2 games. Lots of regional championships Так, ну что, underway at the moment. Obviously, you're немножечко watching the рекламы, ProPTICA немножечко всяких There is also фэнтези-лиг another one и happening тупых in the викторин, Americas. So my ну, friend либо Toppy, who интересных handles the викторин. Disney Итак, не знаю, чатик, кому как. розыгрыш. Дальше кодиков. Ой, Восклицательный интервью знак с 4 звезда. типами. Восклицательный Вот, знак смотри, у того, у звезда. кого плохая камера, сменили. Для того, чтобы участвовать. Но другого взяли, у которого тоже плохая камера. Серьезно? Но она получше выглядит, чем та. А усатый красавчик справа прям хорош. Это статистика Лиминоски, да. текущая на американском противостоянии. Восклицательный знак звезда. Про них я ничего конкретно не изучал, поэтому ничего интересного вам не скажу. Ой! Да, его брат играет. Чат, не то. Вот теперь пишите все заново. Звезда, я не туда написал кодовое слово. Вот, теперь правильно. Я юзеров написал вместо кодового слова. If I'm looking at Legacy going to PGC, they're definitely a team, in my opinion, that's going to be giving Jimbo a run for his money when he's trying to 1v4 him. But Legacy, 70 kill points here, Toffees. Звезда. Звезда, чат, звезда. Один кодик, кстати, в одни руки. Competition, knowing that they had to do perform a certain way in order to make PGC, and they absolutely. Восклицательный знак звезда, чтобы участвовать в розыгрыше кодиков на 300 джекоинов. Джекоины. Big agree on friendly fire. It's been wonderful to watch them find that consistency here early, but two teams my eyes are glued to for the last day is going to be Team Falcons versus Shoot to Kill. Two teams that are just so close on the cusp, and all Shoot to Kill has to do is just overtake Falcons on this leaderboard. А вчера, кстати, если что, STK были на первом месте. А сейчас там STK в середине таблицы, поэтому, видите, тоже качели какие-то. Блять, смешной усач вообще. Make sure you guys tune in after EMEA for all of the Americas action, where we choose who we're sending. Мне кажется, он специально... Смотрите, вот на него прям видно, что он свежий, побритый. Мне кажется, специально, потому что все три типа с бородой. Чтобы больше на Барата быть похожим. Он специально побрился. Это не случайность. Давайте еще минутку жду. Восклицательный знак звезда для розыгрыша, чат. И начинаем... Хотя нет, зачем ждать? Я начинаю разыгрывать потихонечку. А вы там дописывайте звезда, кто еще будет участвовать. Так, ролю. Владимир, не важно. Владимир не важно. Не понял, Владимир не важно. А, нет, понял. Зафоловлены. Хорошо. Хорошо. Владимир не важно. Я вам в личное сообщение отправил кодик на 300 джекоинов. Спасибо большое за участие. Следующий человечек. Чего? Мега Шварц. 21.09.20. Ну ладно. Second skin is PGC 2022 Tech Jacket, and I love it because
It reminds me of the last game of the PGC 2022 Grand Survival, how we qualified for Так, the ваше личное сообщение. That was probably one of the best. Закидываю в личное сообщение, закидываю вам кодик. Спасибо за участие. Талисман толка. Талисман толка. Толковый талисман, судя по всему. Скидываю вам в личное сообщение ваш кодик. Спасибо большое за участие. Злой сторож. Бля, мне было тяжело прочитать ник, но я справился. Злой сторож, также спасибо вам большое за участие. Вот ваш код. Какие-то, не знаю, блин, по-моему, ник какой-то во времен клубов Counter-Strike, когда бабки в кедах и прочее, там тоже вот писали английскими буквами извращенная вот такую хуйню, и ну, мне всегда было пиздец как сложно это читать. Скиф. Здравствуйте. Ваш кодик у вас в личном сообщении. Спасибо большое. И давайте разыграю последний, а потом оставшиеся 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А оставшиеся 8 разыграю потом. Ну, после следующей катки. Все, последнюю сейчас разыгрываю. Спасибо вам, спасибо большое. Бимба Джонс. Бимба Джонс. Здравствуйте, Бимба Джонс. В личное сообщение я ваш ключик вам закидываю. Спасибо большое за участие. Based on how other teams perform and their final positioning when all said and done, and all of those are within about 10 to 15 points of one another. There's a whole lot to be decided in these final two maps. And if you У меня нет сообщения. А какое у вас должно быть сообщение? Так, следующие будут разыграны после следующей катки. Виспер. Катка уже начинается, если ты вдруг не в курсе. So much on the line here for so many of these teams. I'm not going to go out and do the PTC point math. That's why we have an analyst desk. And so you don't have to do it either, Saga. How does that feel? Yeah, that's why we have the desk. So they can talk about rubbish and fantasy teams and buy time for the API. Виспер, скорей, скорей. You can't leak all the production strats here, Saga. What are you on for? I think Martin doesn't do a great job of keeping it a secret. Well, I mean, that is fair. The amount of smack that he talks about. Виспер сдулся, думаете? Думаете, он сдулся? Но ничего, у него есть модератор главный, который его надует. Все в порядке. To keep their place with the minimum amount of PGC points they get here. Yep. Another team, Howl, who even made it through to a PGS event, not guaranteed as it stands. Really want to get a good go in here. Итак, господа, пока вашего Виспера еще не надули, я вам расскажу, что происходит на карте. Ничего. Мужики высадились. Сейчас будут луталингусом заниматься очень активно. Набивать карманы всяким-всяким. Смотрите, каких жестких мужиков из холла справа сверху на показ. О, здорово, тебя надули? Да, сдувался немножечко. Что ж, отлично. На сервис съездить. Отлично, отлично.
they should be able to farm some points, and that is alarm bells for DA. That's alarm bells for Na'Vi. Their Ну а чё, где худропы-то, где драки? On teams like Question Mark and Pacific. Почему нам показывают Уитпу? Интересный круг. Ну блин, если это коэмы не берут, то они просто не хотят на глобал. Ты сейчас поздоровался с эмами? Типа ку-эмы? Да? Слезы от твоего юмора. По-моему, он шикарен. Бесподобен. Еще бы. Ну что мы можем сказать? А что ты хочешь сказать? Коэмы топ-1 или нет? А, блядь, там ставку я не закрыл. Чего? Я не верю. Чего? Чего? Ты опять ставку не закрыл. Да завершить прогноз тогда. Руина, конечно, да. Блин, сколько там уже катки прошло? Я до сих пор не закрыл. Ну, остается пара минут, и оптимизм в этот раз не помог, похоже, никому. Не вижу Подожди, может быть, он сейчас Пацифика у нас точно не стрим-карты открыты? Точно. Точно. А, они с одного стрима карты на другой переключили. Living on the island of peace was a very successful way of playing the game, especially for the first 20 minutes. Keep yourself out of harm's way. Don't get drawn into the ridiculously chaotic engagements that are happening left, right, and center. But today, it's been pretty rare that we've seen anyone really have a chance at doing that. Второй комментатор периодически все время так вот делает. А ты периодически делаешь... Так вот, ну, нужно больше приемов профессиональных использовать. Ну, я постоянно качественный юмор предоставляю. Это качественный юмор был. Качественный, конечно. Понял. Я просто не очень разбираюсь. Ну, он просто не для средних умов. Так вот, значит, арбалет никто не поднимал, а просто они однажды увидели его среди лута. Ничего себе! Второй раз увидели они среди лута арбалет. Я знаю, какую фишку можно использовать. Какую? Ну вот скажи что-нибудь капитановское. По-капитански что-нибудь скажи. Мелман сейчас под обстрелом коэма. Кросс-мида. Ну как не заходит? Блять, в смысле? Ладно, атмосферы хорошо. не хватает, понимаешь? Согласен. В которой это звучит хорошо. Согласен. Мелман расчекал берег, коэмы заняли центр круга. Слушай, а ты сейчас знаешь, с кем поздоровался? С мемами. Ку-мемы. Очень здорово, да, пошутил. Что ж. Мемы. Да. Ну это же не я им название придумал. О, хорош. У меня тут на стриме бадумц включили под твою шутку. Ну это кто-то нормальный у тебя по-любому включил. Ну конечно, его шутка была лучше твоей. Что ж. Экзальты решили упасть на голову прямо ровненько между коэмами VLA и Нави. Посмотрим, что у них из этого выйдет. Аля тут напряг словил небольшой, на него 4 человека падает. Сваливает. Экзальты даже смогли приземлиться, несмотря на попадание по ним. А килла, кстати, так и не было уже. 6-я минута, да, без киллов. Так что, ребят, поздравляю. Нету киллов. Которая ставила на нет. Так, что вам предложить на ставочку? Getting dropped before he finds the way in. I still think the disengage would have come out from Alia. He wouldn't have stuck around and tried to secure the flush. But it's still something to be worried about for the future. Definitely. And just to go back to Хочется отвлечься немножко от наших. Пусть они одну игру хорошо сыграют. Поставь туда, будет ли килл с АВМ в этой катке. Или нок. Нок или килл с АВМ.
я же тебе не люблю. Надо временно ограничивать к минуте. Ну, это не нравится. Может, АВМ это не будет на карте, ё-моё. В том-то и дело. Да ну, да сам поставь. Я-то и поставлю. Я хочу ВУ поставить. Если Атлетики рядом с ними, то и Атлетика, потому что они друг от друга недалеко. А я вот так вот. Будет ли... Давайте минуточку на ставку ВУ и Атлетики, ребят. Вот они в одной зоне находятся. Атлетики здесь, ВУ чуть правее. АВМ. Играют они примерно одинаково. На все бабки ставку не надо делать. АВМ или мортиры. Вот. О, гений Тропики проезжают рядом с холлами. Будет ли нок или килл с АВМ или мортиры? Есть нок. Нок тоже считается, чат. Но 5 минут на голосование. Вперед. Добили только на 9-й. Какой-то халявщик на ВУ десяточку забил. Коэффициент 1 к 500 почти. Ох, хоть немножко уравняли. 20 на 80, жестко. Ну, болеем за ВУ, получается. Футболисты решили вообще не торопясь катываться. А прикинь, у меня ставка на да больше, чем на нет. Да ты там еще бы 10 вариантов подписал событий. Все, 50 на 50. Но вообще я не думаю, у нас здесь что-то мортиру на Эрангеле не припомню, чтобы прям использовали их качественно. Ну, на других картах, то есть на тех, там больше вероятности их использования. Так странно. Сегодня прям везде стреляли жестко, вчера ни на одной карте не было. Поэтому я еще и АВМ добавил. Следи за киллфидом теперь. Вот твои вот эти скучные ставки. Кто, блин, выживет дольше, это или эта команда? Да, конечно. Веселись. Кто пропердит дольше? Посмотрим, заметишь ли ты килл с АВМ вообще. Чат заметит. Ребята, надо договориться на какой-нибудь минуте чисто начать спамить, чтобы был килл с АВМ, чтобы он проверял потом. Не слушайте его, чат. Он глупости говорит. Да. А еще говорит, у меня шутки не смешные. Это не шутка, это совет. Это какие... Это совет. Да, такими советами, чат, далеко не уплывешь. На карьер. 100 команд в комфорте, в принципе. А карьер, кстати, можно норм бомбить. Вот, кстати, сейчас не хватает в спектаторе еще, чтобы он показывал, что везется в этом, в багажнике. Да, зачем это видеть там? В смысле зачем? Ты все должен видеть. Багажников из 100 неинтересными было. Ты все должен видеть, но если что... У нас в один кемп летает моя ставочка. Если что, багажники есть только в УАЗиках. Есть нок по ВУ. Лайрен фастфейса нокает старика. Есть 2 нока по Атлетикам. Задувка от Виспера. Не факт, кстати, вообще, ты сегодня путаешь периодически. Нет, твоя задувка была. Да не факт. Твоя задувка! Экзальты под самолетов нокают. 2. Неожиданно. Понимаю. Охладили немножко. Давай, молодокт! Да ну, братан, ну... Блядь, он сделает. Он сделает. Смотри. Атлетики нокают холлов. Митролейбус. Нет. Экзальты так и не добили под самолетов. Все, последний остаток Атлетиков, ребят. Наша ставочка почти сыграла в пользу ВУ. Там ВУ друг друга сбивают, чтобы уравнять. Кует нокнет. Он нокнет с Хофилда. Вот смотри. Хорошо. Я сказал.
a fight at the very least. Wow, double headshot connected there. Solid sprays coming through. Hewitt able to play off with the info. Hell's the advantage with the barrel revealing itself before his full body is there, but can't really find the knock on the second guy now. More shots being fired from outside, trying to deny the Ай, подставился на отходе. Подставился реально. 16 для атлетиков, и у нас ставочка на ВУ. Поздравляю. Jiggling those peaks with the shoulders for Ruin, almost buying enough space for the Экспресс. support to come back in to keep Schofield alive, but Хорошо not сыграл. quite. But at the very least, it's a one fight. They keep 3 alive. They have the central position. They've been working so hard to keep hold of, and it's a pretty damn good one on the northern side of Quarry. I do not fault this Так, ну что сказать. О, Пин нокнул молодость. В отместку за то, что тот стрелял по нему. Еще кого-нибудь вам закинем. Ожидаем АВМ в катке. Вон он лежит на кваре сверху. Да там уже 10 раз уж снялили. Там АВМ лежит сверху. Есть ног по фейзам. Неплохо, Курок в ноке. Забрали. 3-ман фейз. О, 1 хп. Должен подорвать. Ай, перелет. Леванте убил молодость, отомстили немножечко. Он добил его нокал Пин. Даже если так. Эх, Флекс ищет челочку, но не находит пока. Sitting tight, waiting for teams to arrive, waiting for Gustav to get into a better position. They have the info on one, but when do you spring the trap? When do you peek on over and reveal your position? Там Джимс на вертолете летит над ними. Расчекивать. Дает инфу. Ах, есть ног по Густаву. Есть ног по Джимсу и Фекс последний. И он проиграл. Хорош, Мосборд. Вот это батя. Круг остался в центре, велы у нас сидят ровненько в круге. Наконец-то, у него не перло и не перло. Ему это надо заезжают на Нави. Твисы сейчас на ротации могут пострадать. Не знаю, где они остановятся. Давайте снова еще раз. Не будем трогать наших немножечко. Ух, ПМС начали драку. Хорошо. Ставочка, футболисты, эйсы, ребят, вам. А что у Нави по проходке? Сейчас, секунду, вот посмотрите. Эйсы здесь пока свободно заезжают, футболисты еще вне круга, но тоже зайдут на коемов. У Нави такая же ситуация, как коемов. Нужно зайти в топ-5. Пусть заходят. Пусть заходят, дверь открыта. Там сейчас, блин, эйсы, точнее футболисты припрутся на коемов. Или что, блин, без Ивана не заходится? Но они вот сегодня заиграли, слушай, уже 90 баллов, неплохо. Надо победку оформить. Я больше коему хотел победки, конечно. Into this what could potentially be CIS trap of question mark, and Na'Vi sat down here with full control of the roadside. Мэл поверил в себя, посмотрим. Давно пора. Если он что, раньше не верил в себя? Похоже, что нет. Зона закрывается потихонечку, футболисты вместе с нами закрывают край круга. But a position that's good enough for them to play from. I think that's them leaving. They don't want it. They have too much to risk, too much to lose by sticking around here in the blue for much longer. Экзальты и под самолеты опять в одну точку приехали. Похоже, у экзальтов инфы-то 100% нет, как будто бы под самолет давно здесь сидят. Да, можно. Есть, но по фейту. Залезть в маленькое окошко.
2 в 2 остается драка. Зона от них ушла. Есть ног по Леванте. Один пин остается. Находит Артикс здесь прострел. Хорош. И команда под самолет с 1 киллом отлетает в топ-14. У Адузи проблемы. Как он там один оказался, вообще непонятно. Что-то расчекивал, как будто бы. Команда Эйс тут его вряд ли пропустит. Есть ног по Нави. Нави умудрились неплохо так заехать в карьер. Адуси провожает футболистов. Куда провожает? В лапы к Эйсам, но у Эйсов есть ног. Да, кстати, мне показалось, что там из палки кого-то убили в киллфиде. Минуту назад примерно. Да вы наебываете меня. Ну, это с чатом обсуди. Попу идите. Там был прям в киллфиде палочка и резко перешло на карту. Ага. Так что, ребят, если он вам не выдаст, то он вас заскамил. Попу идите, блин. Говорят, кого-то из Нави даже с палки уронили. Поем мы решили закрутить за синькой. Довольно сложное решение, но они пока что проехали. Ну, а Душу вылезти там, конечно, нереально практически. Странно, что никто не за ним решил не заезжать. Anyway, impressive. True. An impressive push up here for esports, who again with face out already, if they can get themselves a real good game here, could potentially finish up in second. A stretch, but maybe first. По сути, под самолетов остановили. Коемам нужно просто любыми способами, методами сейчас набирать поинты. Но они пока не очень у них получается. Адоузи нокается от зоны. Выбраться там шансов не было. Если бы тиммейты только не забрали. Димон спит уже, что ли? Так, на полшишечки. Я не сплю. Я терзаю кости куриные. Дает ног по футболистам. Сарвима нокает бэтбойсов. Есть 2 нока. Жестко. Окей. Окей. Весы нокают Сарвимов. Эйсы футболистов. Футболисты прям здорово разваливаются от эйсов. Энтропики мешают. Есть 2 нока по эйсам в ответ. Эйсы помогают добирать СРМов. Есть ноки энтропиков. А это точно та катка? Погибают потихоньку. А это точно Такое та ощущение, что катка? отсюда никто не выйдет. Сейчас и бэтбойсов, и Сарвимов прикончат. И это хорошо, потому что Сарвимы нас немножечко бесит. А может фотошоп? А может программист? А может программист? Сейчас посмотрим. Команда Ace заканчивается на 13 месте. Отлично, минус преследователь для Коемов. Холл нокают футболистов. Находит последнего бэтбойса. И сольник. Барон должен скоро отлететь. Спасать времени уже нет, он просто убегает в сторону VLA. Экзальты решили на шару залететь в зону. Тем временем футболисты погибают. Топ-11. Есть ног по экзальтам.
Чат, я отдаю баллы. Мне Был кажется, сейчас хорошая ног сверху с от палки, Нави прилетит. стрелялки. Красный, держите лицо крепче. Не попали. Висы находят барона. Сорвем и отлетают на топ-10. Закрывать опрос. Матч поверил Фейкичу. Кто первым отлетел, футболист или Исы? Я забыл, что у нас они стоят. Я проверять буду. He must have. It took 75 from a That's definitely within 100 meters. Yeah. So level 3 next shot of level 3 helmet keeps him alive for now. In the meantime, now question mark having lost. Так, футболисты прожили дольше. Now as well, hearing the footsteps of Pacific over their top, but help coming in now from the other side of Sparrow. Исы первыми отлетели. All the way across the circle to find Nox here. That's insane. The range on that, and oh my goodness, the zone has decided to go right back into the swamp on the northern side. Хорошая раскидочка от Коэмов. Есть ног, но пока что есть шанс поднять, я думаю. Looking to try and confirm what was started. Not gonna be complaining about that circle whatsoever. Again, remember, question mark fighting for PTC spot 2. Так, ну прогнозов даже не знаю, пока не хочу. Очень много команд для 6-й зоны. Энтропики отлетают на 9-м месте. Твисы дерутся с VLA, зона от них жестко ушла. Полы нокают Нави. Not only Lou getting knocked, but Laza as well. Howl finally getting a chance to flex out from that position. They've held down in the center. Тут прям все против всех и все за кругом, жестко. Только у Коэмов там более-менее позиция в круге. И у Ву. Нави нокают Экзальта. Есть ответный нок. И Экзальты заканчиваются на 8-м месте, а вслед за ними заканчиваются Нави. Экзальты аж 10 поинтов вынесли с этой карты. Это, ребят, треть всех поинтов за игру у них. За 15 игр. За 17 даже. Первая достойная игра. Не кривя душой, так сказать. Но у Нави всего 4 поинта, и только топ с 15 киллами позволит им попасть на глобал в следующей карте. Чат. Не с 15, с 10. Чат, уже 25-я минута, а от Виспера до сих пор задувки не было. Нормально? Виспер, в чем дело? Да не было моментов просто таких задувочных. Кажется, я знаю следующую ставку. На какой минуте задувка произойдет? Не будет ли вообще задувка? Так, есть ног по хобби. Весы держатся. Если держатся. Блин, там на севере чисто чил, Коэмы и Ву сидят, ждут, когда кто-нибудь с ними выйдет подраться, и Пасифик еще. Да, Коэмы пусть сидят дальше. Пусть запрутся там где-нибудь и сидят. Давай. По Лакзе бы хорошо бы залетело. Ну, ребят, вы Макичу поддушите за то, что он вам не засчитал ног с палки. Я все засчитал. Так, ну сейчас Прок очень сильно зарешает. Ой-ой-ой. Нормально. Все в порядке. Так и надо. Сам надо разбираться с фоллами, конечно, здесь. Ву нокают пасификов. Ай-яй, Батулин подставился. Ой, бывает. 2 нока, им нужно резаться, они просто продолжают нокаться. Ну, блин. Ну, рисайтесь, мужики. Не могут пролезть. Ой, боже. Лучше бы обошли уже просто. Да, там текстура какая-то, походу, уродская. Надо было обходить. Там смог заканчивается, и все, -2 просто сейчас будет. Ужасное решение было прыгать на этот камень. Продали 2 своих тиммейтов. Не хочу здесь предиктов давать.
as well. 21 kills now between two of the teams. We arguably maybe didn't Хочешь? expect to see come out winning the tournament, but Хочешь дать предик на Куэмов? Хочу, но не хочу. Вот что им мешало вот так обойти и резнуть своих тиммейтов, а не лутать их трупы. Куэмы столкнулись с пасификами, есть взаимные ноки. Это плохо. Уже 2. Бестолочь добили. Пасифики закончились на топ-5. Хорошо. Но Куэмы потеряли игрока. Это пофиг. Выбили команду. Весы не смогли выйти, погибли топ-4. Ну, похоже, легкая для Ву. Надо, чтобы они холлов сейчас закрыли. И получается, что Куэмам тоже бы холлов помочь закрыть. А дальше можно и отлетать. They've definitely got grenades. They've come under very little pressure in that compound. They're getting up close and personal to try Походу, and так и будет. eviscerate the howl before they can come down from this high Если ground. холлы сейчас фастфейза где-нибудь там не нокнут, или на голову не упадут. Да и пусть нокают. Ой, да, ну блин. Это, конечно, хорошо, но В смысле, без холлов, конечно, без хорошо. холлов сложновато будет драться. Так это хорошо, если они поинт этот заберут. Им нужен этот поинт. Вот, хорошо. И Лахзу также забрать, а потом за зону просто. Ты понимаешь, да, что если бы Хотя холлы нет, зачем попилили за Ву, зону? На Ву пофиг вообще. если бы холлы помогли попилить Ву, у Куэмов было Ну больше это шансов на топ. слишком, это слишком. А так они уменьшили немножко шансы. Это слишком. И зона хоть и ушла от Ву, но она и от Куэмов ушла. И что-то заходить там не особо им места много. Да, твисты-то ничего не потеряли, но просто обидно. Это их катка была такая вообще нормальная. Как видишь, не их катка. Если бы они на камне двух не заложили своих, они бы вчетвером закрыли холлов, и все нормально было. А дальше бы что они делали? Сверху бы с Куэмами играли, а потом уже С кем с Куэмами? А вы сверху еще бы пиздили с холлами, а потом бы их Ву разъебывала вместе с Куэмами. Не-не-не, смотри, они холлов бы закрыли нормальным пушем, и сейчас бы уже с Куэмами подрались, и все, и Ву только остались бы. Они могли только бы налево спуститься сейчас, вот Лахза направо пошел, они могли бы слева где-нибудь спускаться. Фастфейз. Фастфейза бы нокнули где-нибудь на выходе. Но Лахза будет лежать до последнего. Лахза будет лежать. Лахза, если что, в спину Ву постреляет, так что норм. Все, его забрали. Ну, второе место хорошо для Куэмов. Конечно, хорошо. Намного лучше, чем 16, да. Чем те всратые места, которые они последние 2 дня занимают. Быстро закончилось. Да, не получилось поинта сделать. Топчик для Ву, возможно, первый на этом даже турнирчике. Поздравляем. Нас ожидает завершающая карта. Обожаю завершающую. И до последнего у нас нет гарантии, кто же все-таки пройдет. Так, килла за 5 минут у нас не было, да, по-моему? Не было, поэтому будет ли килл за 6? Первые 6 минут, да. One more game left to play. One more game to decide who's going to come out on top. But before that, let's hop back to the desk and see what they have to say over the second. Хайлайтики. Super frustrating for teams like Question Mark and Hal that are trying to get these points, and now it's not even the point people at the Так, чатик, ну что, разыгрываем последние 8 кодиков. Нави мы, мне кажется, в каждом кодике по 3 сотни G коинов. Уже. Если только они суперкатку с 10 киллами не сделают, но пока что что-то не ожидается. А у Куэмов шансы вот прям вот зависящие от их игры. Даже кодовое слово слово финал. Мне все еще интересно, если Куэмы займут 5-е место, и у них будет равное количество с экзальтами. Кодовое слово финал. Давайте, набивайтесь в розыгрыш, я вернусь, и мы разыграем. And take, over something like 3rd or 4th. And yeah, it's been interesting. Question Mark
Rougher day. Good to see them here in the second. И надо быть зафоловленным. Не забывайте, надо быть Let's have a зафоловленным. fun little debate because we were having this off camera. I'm going to have a chat because I think it's interesting. Toby and I feel the same way in that we both feel there is a level of aggression that a lot of teams bring to the final day that's lacking Уровень on day 1 and day 2. агрессии. So Twisted Minds phase aggressive Лютый on day просто. 1, aggressive on day 2, puts themselves in a really good position for day 3. Then you have these other teams who I mean, I want to say have played passively, haven't really looked that impressive, who come in today and suddenly they're aggressive. And then it's a little bit too late. Do you think that things would be different if the likes of ребят, Navi покажите came нам out таблицу. swinging on day 1? So Меньше рассуждений, больше цифр, пожалуйста. When teams are super aggressive, we remember them when that У нас aggression очередной works перерывчик really на well. 4-5 минут. Today we've had several instances of Последний Exalt шанс pushing in, погулять. actually doing great in some of those fights, in that last game in particular. We've had instances where actually they just get wiped out super quickly. We've seen the same from Hal. It hasn't always worked for Pacific either, even though they're being more aggressive today. So I feel like But they got more points today being 19 Ву, aggressive. Even when it 17 doesn't work Холлы, out, they still go home with more 11 points. Коэма и Экзальта. Ну, Экзальты, по-моему, от 16 места пока не оторвались все еще. И ТМы 9, Нави 5. I think that on the board there is Navi's second placement point of Самолеты today 1, or something Вела и like that. 3. They are getting points on the board, but Эта таблица нам ни о чем не говорит. So they got more points today than they've got over the last 2 days. So it clearly works. But that doesn't mean 100% aggression is the way to go, is what I'm saying. But maybe a little bit more. Итак, Коэмы на 4-м месте. Под самолеты, которым поинты не нужны, но они за бабки все-таки играют, могут их сместить. Пасифики и Эйсы тоже могут их сместить при хорошей игре. Так что 3 команды готовы поломать шансы немножечко Коэмам. Если Экзальты еще оторвутся от 16 места и наберут 10 поинтов еще раз, то и они могут создать проблемы для Коэма. Ну а Нави нужно 20 поинтов минимум, чтобы подняться и попасть на глобал. Twisted Minds на 20-ку оторвались от фейзов. Тоже, если не сольются с нулем, все шансы остаться на первом месте. Так что вся интрижка вокруг 5-го места по большей части крутится. Почему сабы имеют больше шансов на победу? Потому что они сабы? Вместе с Нави, скорее всего, из глобала. A lot of changes as well. It's also been rough with Analytics. It also means that Navi is now in 9th place over Analytics. So potentially, if they're able to get 6th, А и сам надо, is кстати, now 13 плейсмент или points нет? away on Pacific. If they get 13 more points, they take the PTC spot over the Нет, и сам не so надо. it's been very much Футболистам не надо. Так, все, пошли Стану разыгрывать. не надо. way better than other teams, right? Because Пасификам только победа. Следующий Виолей победитель только победа. это Самолет только победа. Мишаня. Так что вот троица Коэм, Нави и Digital Athletics нас интересует. Don't forget as well, on the flip side, Мишань. the games where we saw Pod Samalay and Pacific Esports. Уву тоже не not the хватит. same Ой, game, Кодик, Вот where смотрите закидываю в текущую личное ситуацию. сообщение. Спасибо большое за Ого. участие. В личном Благодаря сообщении тому, что очень. атлетики отвалились, сейчас и Коэмы, и Экзальты проходят, ребят. is also very important. Вот это любопытный момент. Не учел, что атлетики отлетают. В целом, это неплохо для нас выглядит. Жесть какая. Так что Надо лучше Нави играть. и атлетики на нас сейчас больше всего будут влиять. Ну и позиция Коэмов, тем не менее, тоже важна. I saw a few people like a live view of Uber. It's like the guy sitting there with a screen on and sweating and stuff. За что? But again, Это что, человек упал лицом на клавиатуру, и у него ник какой-то ввелся. 13 points difference right now is what Navi needs to make up in the last game to get 6th place and still be ahead of Diltz, of course, changer. Прикольно. Or if, you know, Exalt make a dream Дмитрий run, maybe they отошел, get да, like наверное? 14th. I doubt it, but at this point here, Нет, я that is тут, really я what тут. they need to do. They need to get 13 points more. Ты Я понял просто весь с тобой не саспенс разговаривал. или все прослушал? Я все прослушал. При текущем раскладе и Коэмы, и Экзальты проходят. We said they need 2, John. При текущем. Now they only need 1. But
если Атлетики и Нави не поднимутся. Получается, им надо хорошо сыграть, чтобы никто их не обошел. Экзальтам в целом пофигу, а Коимам нужно остаться в пятерке все-таки, иначе они могут упасть ниже вообще там. Спасибо большое за участие, дядь. У тебя в личке кодик, даже если Экзальты вверх попадут, следующий человечек. Короче, прям у Коимов появилась Hungry Archie. Весь день. Атеисты выиграли практически, да? Поздравляем. Поздравим, когда выиграют. Держите, пожалуйста, ваш кодик. Он у вас в личке. Спасибо большое за участие. Мадик. Грустно ему за атлетиков, которые были так близко и могут сейчас не попасть. Спасибо, Мадик, за участие. У вас в личке... Давайте не будем каркать. У вас в личке кодик. Да ладно, да ладно. Весов-то каркать можно, в принципе. Они... А ты уже побеждал или нет еще? Суеверные фигни ваши. Подожди, ты же уже побеждал. Да, ты уже побеждал. Все в их руках. Нет, нет, нет. Что за предприниматель? Он побеждал уже. Нет. Реролл. Блять, в смысле? Стоп. Он тоже побеждал. Птица тоже побеждал. Салин точно не побеждал. Рулеточка-то накрученная, да, походу. Видите, по второму кругу пошла. Сценарий замкнулся. Они, по-моему, в том же последовательности как-то и побеждали. Сайлент. Я закидываю в личку на тему, что тебе кодик. Спасибо большое за участие. Даже если Нави не пройдут. Но Ивана даже в составе сейчас нет. Спасибочки большое. Следующий кодик. Гнойс. Even if you've been twisted mind or phase this weekend, the pressure of just being able to do that and turn on the spot with so many variables, it's not always. Короче, они очень хайпят на тему, насколько держите, пожалуйста, ваш кодик. Турнир сохраняется. Что бы ни произошло, это будет настолько великолепно, что вы просто должны быть счастливы. Джон Мэджик. Две отдельных, но не менее важных. Джон Мэджик, ваш кодик на этой у вас карте. Мы поговорим еще в личном сообщении. И остался последний кодик. Ладно, остался последний кодик, чатик у меня. Последний кодик. Секунд 30, наверное, последний. Остается до закрытия ставочки и до начала решающей игры этого турнира. Щербинатор. Так что готовьте. Щербинатор. Чтобы болеть за любимую команду. Почти как Терминатор. Это не я. Видишь, это Тоби также делает. Ты на меня все время гонишь. Щербинатор. Держите, пожалуйста, держите. Ваш кодик. Спасибо большое за участие. Я слушаю. Я прекрасно различаю ваши эти... Вот эти. Я отличаю. Нет. Он спит, понятно. Что, раздавал-то? Как это, что, кодики? Кодики раздавал? Всем нужна хорошая игра, говорит Тоби. И в чем он не прав? Все, снова не буду год на стрим заходить. Что значит снова? Что значит снова? А ну давай твой первый код. Снова, ничего себе. Вот это ты, конечно, нагрубил только что. Говорит, насколько сейчас у Нави большая мишень на спине. Победа или ничего. Все, что им остается. А где мой? Докнамик, в личном сообщении у тебя. Я уже получил, блять. Ну что, самолет отправляется, через 10 секунд закрываем ставочку. И у нас
87% оптимистов. Интересно. Так, завершить прогноз. Сейчас буду выбирать исход. Я готов выбирать исход. Самолет из Мильты в Жоржик. Глядишь, как просто розыгрыш делать. Гляди, за баллы канала сможешь. Не, за баллы канала это сделать в 1000 раз сложнее. Это потом еще всем надо будет почтой отправлять. Такая штука, может ты по центру где-то сыграть. Twins and then go east to farm, maybe just compound. And you know what, everyone? If there's a time to bring some hype for Если когда и брать скинчики Нави, то только сейчас. О, у нас хот-дропщик, ребят. Поздравляю, большинство угадавшее. Эйсы против бибисов. И есть ног по эйсам. Опа! А вот и кильчик. А вот и кильчик, ребята. Вы что-то знали, да? Будет ли килл первые 6 минут? Да. Кружок на Мильту, ребят. Не ошибся с первым прогнозом. Нам его, конечно же, не показывают. Ни одной ставки не сыграла. Бля, у меня в чате человек, который ни одной не сыграла. Жестко. Что там на немецком попер? Не знаю. Я не знаю. Экзальты у нас в круге только из наших команд. Нави рядом, VLA чуть подальше. Как это весы. А Коэмам придется дальше всех добираться. Я такой же, ребят. Ставки. Не повезло в картах, повезет в любви. Чат. Даже не знаю, что вам посоветовать. Вас ждет встреча с умопомрачительной девочкой, аниме-девочкой-кошечкой. Давайте уверяю вас. Ультра-претендентов на топчик. Нави и атлетиков. Oh boy, Ascend in this situation would have 5 минут been на ставочку. But right now, as long as they get out of this, okay, they've brought... Ребята, да, честное слово, с девочкой, с кошкой-девочкой у вас будет встреча анимешная. Относительно зоны. Обеим командам нужен топ с 10 киллами, чтобы пройти. И сомнения очень большие, что такого топа... Что такой топ, точнее, может случиться. Скажи, какую ставку забубенить? Я поставил Нави и ДА, потому что они создают самую большую интригу сейчас. Ты неправильно делаешь. Got the impression that the bad boys aren't going to be aggressively pushing to try and flush Chris out of that position, so felt comfortable enough to send Killy back. Короче, тебя неправильные пчелы, неправильные. Я ставлю, пройдут ли Коэм на глобал. Вот это вообще ставящая просто лютая. Touched on it in the previous game that he does this so often for the bad boys and it's so often effective. Да, он всегда просит подсказок, а потом еще обсирает то, что он предлагает. Пройдут ли Коэм на глобал? Потому что он черт, ребят. Да. Мы это и так знаем. Или нет? Эйсы получают еще один нок. И это минус 2 5 минут игрока. на голосование, чат. Ну, они ничем не рискуют в этой карте. Могут уже отвалиться, в принципе, отдыхать. В моем разумении, если Нави выигрывает по баджи, это всегда какое-то чудо. Окей. Никогда не ставь зайпер. Да ёб твою мать, блядь, последняя катка. Зона от Коэмов максимально далеко. Код. Рем 89VFCYZPN. Ввел? Успел? Пальцы сосиски. Ну? Нет. Долго открывал опять вкладку эту. Блин, давай я тебе кое-что расскажу. Для того, чтобы успеть вводить, надо, чтобы она была открыта у тебя. Да мне пофигу на эти коды в целом. Пару раз ввел и успокоился. Так успокойся, все, успокойся. Я даже не знаю, что за них дают, если честно. Ты до сих пор не... Ты же ввел в первый день. Я забыл проверить, что там вообще появилось. Ты же в первый день ввел. Так что фиг знает.
seemingly has avoided any sort of pressure coming through from FaZe. They have already regrouped on the western side of Milta, and Navi gets to enter the circle. Нави 13 тысяч урона сделали. Ну, к этому времени могли и побольше, конечно, но уже неплохо. One of the 4 PGC point tournaments, they failed to qualify, and that's of course why you see them sat further down the list than everyone else who made all 4 events. Те самые, которые мы в ставочке выделили. Что-то как-то скромненько. Один фанат Нави против одного фаната Атлетико. Понимаю. Ой, твисы проезжают близко к Атлетикам. Причем выглядит, будто бы, знаешь, идеальная позиция для расстрела, но нет. Не так это удобно выглядело. Был такой еще ровненький, прям колонны идут. Забавно. Что надо Коимам, чтобы дальше пройти? Хорошо сыграть. На 4-м месте. Да, не упасть ниже. Ну, даже 5-е их может устроить в целом, если сложатся обстоятельства. Ой-ой-ой, в засаду попадает. Hello, my bad. Топ-5 надо. Ну, вроде как, вроде как. Я не считал, это Виз просчитал. Я просто в конце игры послушаю, что комментаторы скажут. Прошли или не прошли, чат. Он просто в танке сидит, ребят. Вы на всякую херню ставите, и вот сейчас тоже ставьте. Или не ставьте. Все просто. Ставка выглядит достоверной, ставьте. Не понимаете? Не ставьте. Это ж так должно быть. Коэмы не торопятся. Посмотрим, как у них получится въехать. Нет времени разбираться, сейчас ставка закроется. Тогда вот такие ставки нельзя заходить, надо разобраться. Нет времени объяснять, закидывай на красное. I'm just wondering, is there a world where both Navi and DA qualifies? No, right? I intentionally have not tried to make the math, no, especially not now with question mark this far ahead of them both. Shouldn't be possible. Да нет ставки на зеро. Ну тут оптимисты как бы ставят, 2 миллиона на да поставили.